сначала все начать, попробовать жить еще. Представь, твое первое задание выжить, но ты уже опоздал. Экспедиция на неизведанную планету с самого начала идет под откос. Весь экипаж погиб, остался только ты и огромная передвижная станция, для управления которой нужна целая команда. За твоей спиной постоянно надвигающийся конец. Одно из 3 солнц неумолимо приближается, выжигая все живое на поверхности с чудовищным излучением и температурой, не оставляя ни малейшего шанса на выживание. Нужно каким-то образом организовать добычу ресурсов, поддерживать базу в рабочем состоянии и открывать новые технологии. Все ради того, чтобы выиграть в этой бесконечной гонке со смертью хотя бы немного времени. И когда станет понятно, что в одиночку сделать это буквально невозможно, останется только один вариант. С помощью квантового компьютера создать альтернативные версии самого себя с другими воспоминаниями, другими профессиями и другой судьбой. Одному лишь Богу известно, каким последствиям может привести создание своей копии с совершенно иным прошлым, характером и мышлением, не говоря уже о моральной и этической проблеме искусственного создания жизни. Эта игра — это нечто невероятное и уникальное, в нее чертовски интересно и одновременно с этим сложно играть. Во многом сложно морально, потому что здесь ни на минуту нельзя расслабиться. Буквально регулярно выживание подкидывает для тебя новые испытания прочности, и далеко не все они связаны с банальной добычей ресурсов. Данная игра абсолютно точно заслуживает того, чтобы украсть маленький кусочек вашей жизни, хотя бы каких-то 1,5 часа. Мне кажется, что она даже повлияла на мою жизнь и стала весьма значимым событием, заставившим задуматься, пересмотреть свои взгляды на эту самую жизнь и приобрести новый жизненный опыт. Не буду заставлять вас ждать еще дольше, готовьте вкусную еду, которая может скоро встать комом в горле, и айов, чуваки, вы на канале Айдо, и это 100 дней выживания в игре The Alters. Я приземлился на неизвестную планету и невольно словил флешбеки, потому что это место чертовски сильно напоминало мне берег. Место из Death Stranding, находящееся где-то посередине между миром живых и миром мертвых. Вариантов не было, оставалось только двигаться вперед. Сигнальный огонь подсказывал, что где-то недалеко должны находиться капсулы других членов команды, да и парашюты, мелькающие то тут, то там, только подтверждали эту теорию. И, наверное, именно здесь мне стало окончательно ясно, это будет длинный и по-настоящему тяжелый путь, потому что такие игры, они не просто о прохождении, они про переживание и про опыт. Если вы готовы пройти через это или через свое собственное приключение, возможно, самое время выбрать игру, которая зацепит лично вас. Пополнить баланс в Steam, подобрать что-то ценное, что отложится в памяти, проще простого, даже если у вас были проблемы со своим Steam кошельком. Переживать не стоит, ведь есть Donatov.net, простейшее пополнение Steam на нужную сумму с моментальной доставкой прямо на твой аккаунт и самой низкой комиссией в 10% для любой суммы пополнения. Аккаунт Steam зарубежного региона тоже не проблема, карты пополнения для самых популярных регионов точно помогут получить тебе желанную игру, и стоит заметить, не в одном только Steam. На Donatov.net тебя ждут пополнения PlayStation, Nintendo и, конечно же, мобильные игры с донатом прямо по твоему ID. После недавнего обновления на сайте появились задания, за выполнение которых ты прокачиваешь свой уровень и лутаешь крутые призы. И это еще не все. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Ведь с Donatov.net донат есть. Ссылка будет ждать тебя в описании. А само место хоть и выглядело красиво на фоне контраста между густым дождем и солнечным светом, все же мозг отвергал окружающую среду как что-то ненормальное, и находиться здесь было неприятно на каком-то тонком и едва ощутимом уровне. В деталях место казалось чем-то неестественным, странные скалы, вода, напоминающая лужи, в которой кто-то пролил бензин. Мозг не воспринимал это место как что-то настоящее, но мои мысли перебили. Капсула с капитаном нашей команды, она была мертва, но по какой-то странной причине. Сама капсула осталась целой, и смерть настигла ее внутри. С холма раскинулся шикарный вид на безжизненную планету, и где-то там вдали стояла наша база. Радость от нахождения капсул остальных членов команды быстро пропала, потому что все они были мертвы. Мы остались одни, и неожиданно костюм зафиксировал повышение уровня радиации. Нужно было быстро двигаться к базе.
Игра встретила меня очень нагнетающе и заставила отнестись к происходящему серьезно. Где-то среди этих комнат находился терминал связи, через который нужно было вызвать помощь. Из-за перебоев большинство информации терялось, но сквозь помехи все-таки удалось услышать что-то о неминуемой опасности, возрастающей активности планеты и о нескольких днях до наступления смертельной близости. И хоть смертельная близость вызывала у меня лишь одну ассоциацию, Смерть чоловікам! Смерть від сну! как я понял, это была близость со звездой, что выжигает поверхность планеты. Пока я разглядывал передвижную станцию, нужно было ознакомиться с инструкциями на случай чрезвычайной опасности. Для таких случаев была предусмотрена четкая процедура из нескольких последовательных шагов: добыча топлива, ремонт оборудования и обеспечение продовольствием. Сама миссия агентства, сотрудником которого мы очевидно и были, заключалась в добыче некого рапидия, ресурса, что с высокой долей вероятности находится в тройных звездных системах из-за их уникального радиационного цикла, и этот ресурс предвещал грандиозные научные открытия для всего человечества. Еще здесь писалось о возможных опасностях во время сближения с одной из звезд системы, которая выжигала все на поверхности планеты. Но на такой случай нами была предоставлена передвижная база, способная с помощью квантовой навигации находить местоположение рапидия и автоматически прокладывать к нему маршрут. Делать было нечего: либо берем яйца в кулаки и как-то решаем проблему приближающейся звезды, испепеляющей все живое, либо смиренно ждем конца, так и не попытавшись. Правда, попытаться пришлось на следующее утро, потому что ночью радиация достигала пиковых значений. Станция состояла из многих производственных ячеек, терминала связи, невероятно большого и самой малостью устрашающего квантового компьютера, командного центра, шлюза, каюты и машинного модуля. Нужно было построить еще один, мастерскую, и именно за этим я отправился на поверхность планеты. Нужен был металл, добываемый из неглубоких месторождений. Красное свечение с характерной цветной пылью позволяло легко их замечать, а как только я брался за саму добычу, время ускорялось до момента, пока рудная жила не будет истощена. В командном центре было лишь 2 кнопки управления станцией, ну и обширный список различных ресурсов, само собой, заполненность склада и отдельной категории количество органики. Из строительных модулей была доступна только мастерская, так что долго не думая, ее я и выбрал. В отсеке находилась конвейерная лента и 2 точки взаимодействия: планировщик рабочего процесса, где я выбрал создание сканера, и само создание, забирающее мое драгоценное ограниченное время. Создавал сканер я, очевидно, не просто так, ведь буквально сразу же меня отправили обратно наружу. В этот раз целью была органика, которую можно найти благодаря потокам голубого газа прямо из недр земли. Я наткнулся на грузовой контейнер из нашего корабля и нашел там футболку. Не знаю, это используемая вещь или просто некая интерпретация игровых записок, разбираться не было времени. Этот таймер подгонял меня и постоянно напоминал о том, что через 8 дней жить здесь станет невозможно. Я набрал еще парочку единиц ресурсов, но большие залежи трогать не стал, чтобы случайно не забить складские отсеки, а потом увидел это. Скорее всего, это и был рапидий, вещество, способное многократно ускорять развитие материи и решить кризис сельского хозяйства на родной планете Земля. А это, видимо, и есть месторождение органики. Благодаря обучению я понял, что, расставляя небольшие зонды на ограниченном расстоянии друг от друга, я создаю некое окно, через которое можно посмотреть на богатый ресурсами источник. И, видимо, установил я их в правильном месте, потому что сразу же после этого смог прямо здесь возвести шахтерский аванпост. Это не жилые помещения, а просто буровая установка, которую можно и нужно было соединить со станцией. Я успел как раз вовремя, потому что уже начинал переутомляться. Надеюсь, что аванпост будет работать автономно и в органике больше не будет нужды. Даже несмотря на помехи, мне удалось связаться с корпорацией и сообщить им, что, кажется, я нашел рапидий. Неизвестный контакт был совершенно немногословным и велел протестировать добытый ресурс, построив чрево. Эта фраза заставила меня на миг усомниться в происходящем, в том, что я и правда разговариваю с начальством. Какой-то максимально стрёмный и непонятный был этот момент. Но куда деваться, чрево было построено, а вместе с ним дополнительная ячейка шахты лифта. Нетрудно было догадаться, что это чрево будет чем-то вроде инкубатора, и хоть не без опаски, но, используя образец ДНК, мне удалось за считанные минуты вырастить взрослое животное. На просьбу о помощи я лишь снова услышал о надвигающейся смертельной опасности, но нашего героя не обучали управлять перемещением этой огромной станции. Мы были, по сути, обычным строителем. И нет, буровая установка не работала без личного участия человека, но было здорово, что можно мгновенно к ней переместиться и не тратить время на повторный забег по красивой, но пустой локации.
Я на всякий заглянул обратно к месторождению чудо-минерала, ожидаемо оно по-прежнему было истощено, плюс на обратном пути вернулся к найденному ранее металлу, а все для того, чтобы построить кухню. Насколько я понимаю, что для еды, что для топлива использовалась одна и та же органика, и благо такое чувство, будто пока что ее было с избытком. Каша была готова только утром, надо было отоспаться, я на всякий пожарный добыл еще органики и уже после этого наконец-то мог запустить двигатель в командном центре и покинуть это злосчастное место, на какое-то время отсрочив восход солнца. Что-то пошло не так, но перезапустив систему, можно было попробовать еще. В этот раз поломка, очевидно, была куда серьезнее, и будучи строителем, а учитывая, что здания здесь вообще строятся сами, то строитель, наверное, вообще ничего не умеет, починить эту штуку наш герой не мог. Корпорация сказала, что меня может спасти Рапиди, и моментально дала доступ к квантовому компьютеру, очевидно, выходящему за рамки нашей компетенции. Не успев завидеть перевод, до меня уже дошло, что компьютер загружал данные нашего сознания. Прошли секунды, и передо мной и вовсе появилась цепочка, состоящая из всех жизненных воспоминаний моего героя. Компьютер буквально оцифровал всю мою жизнь. И, скорее всего, уже давно, раз именно корпорация, создавшая все это добро, подсказала к нему подойти. За считанные минуты и я лично узнал все прошлое главного героя, его не слишком радужное детство в семье с пьющим батей, побег из этого дурдома на учебу, но с обещанием регулярно возвращаться, чтобы навещать мать, которая осталась с пьющим батей один на один. Но в итоге гулянки, попытка заработать матери на лечение, но для этого было уже слишком поздно. Первая любовь и тяжелая совместная жизнь с попытками найти достойную работу, чтобы обеспечить и удержать вторую половинку. Но даже после этого сокращение, развод и в итоге побег от проблем в незнакомую корпорацию с объявлением о наборе сотрудников без особого опыта. Видимо, пошутив о том, что строители ничего не умеют, я был близок к истине. О, вот так ровно, во. Пиджаки сказали, что записи сознания нужны для разветвления, для создания альтера, альтернативной жизни с использованием моей ДНК. Ян, главный герой, сопротивлялся, но когда второй раз услышал о неминуемом восходе солнца, инстинкты взяли свое, и он согласился. И в момент, когда мне дали возможность вмешаться в запись жизни главного героя, изменить один из роковых выборов его жизни, при котором тот не убежал на учебу, чтобы не терпеть каждый день пьяного отца, а дал ему отпор, я почувствовал очень необычные ощущения, что-то похожее на волнение и страх, будто в эту секунду я вышел за рамки и совершил что-то непоправимое. Уверен, многие из вас слышали об этических нормах в геноинженерии, вопросах клонирования и всем остальном, но здесь мы переписали жизнь человека и создали новую, пусть с искусственным, но все же настоящим прошлым настолько, насколько это возможно. Что если что-то пойдет не так? Что если грань между жизнью и смертью, между настоящим и искусственным в этот раз стерлась окончательно? Что если новый клон будет хуже, чем мы? Или, что возможно еще страшнее, лучше? В альтернативном прошлом Ян пошел против отца, который на деле оказался слабаком, выгнал его из дома и продолжил жизнь с мамой, которая наконец-то выглядела счастливой. Всеми силами пытался не сталкиваться с Батяней и отклонил его помощь в поиске работы. Увлекся механикой, и его наставник на работе в каком-то смысле стал своеобразной отцовской заменой. Но в конце концов оказалось, что он лгал мальчишке, и того повязали за незаконную торговлю. В этот раз сокращение привело его не к временной работе таксистом, а к букмекерской конторе, где тот увидел пьяного отца и испугался, что, возможно, стал на него похож. Но этот самый проект Доли, все же стал для него неким уходом от всех проблем. Кажется, я создал Логана. Меня захлестнуло этим мрачным сюжетом, и на миг стало страшно от содеянного. Новый Ян сначала не понимал, что происходит, и в попытках объясниться я только портил с ним отношения, как бы мягко ни старался сообщить ему о том, что происходит. Мужик явно был пожестче, чем мы, да и у него, черт побери, были все права на то, чтобы злиться и не желать сотрудничать. По сути, его создали только для того, чтобы починить поломку на станции да спасти жизнь оригинальному Яну. И кто знает, возможно, лишь вещества, которыми система пичкала клонов, подавляя их злость и делая более податливыми, спасла нас от драки. Диалог был довольно простым, но учитывая глубину ситуации, я буквально чувствовал себя на месте главного героя. Невольно вспоминал фильм «Пассажиры», где Крис Пратт разбудил девушку из кресла лишь для того, чтобы не умереть на станции в одиночку. А тут и вовсе я будто создал мистера Мисикса из Рика и Морти. Вот только если там помощь была самим смыслом их быстротечного существования, то здесь речь шла о человеческой жизни. Ян-механик вышел из диалога практически полностью с плохим настроением, да и поломка, по его словам, была простейшей. Он спас нас обоих, но надолго ли? Let's get one thing straight.
I did what you created before. После этого мы смогли запустить станцию в движение, хотя, как мне казалось, оба Яна по-прежнему не понимали до конца, как работают ее системы, и навигация здесь функционировала сугубо автономно и без нашего участия. Второй Ян находился не в самом лучшем состоянии духа, и нужно было с ним как-то помириться, не сделав ситуацию еще хуже. Следующую незначительную поломку мне пришлось чинить уже самостоятельно, сделав ремонтный набор в мастерской. В этот раз наш куратор, по крайней мере, выглядел более безобидно и человечнее. Правда, говорил о нашей ситуации весьма спокойно, так будто все было для него не в новинку. Я практически с самого начала с подозрением относился к корпорации, но теперь мне и вовсе кажется, будто они могли спланировать все это задолго до случившегося. Когда он спросил, не может ли увидеть нашего Альтера, я пошутил, мол, он может уже сейчас с ним разговаривать. Парень явно не ожидал такого вопроса и занервничал. Поначалу куратор говорил, что я должен что-то придумать, чтобы решить проблему с Яном-механиком. Но, признаться, пока все, что пришло мне в голову, это создать вторую альтер-версию себя с образованием психолога и скинуть все проблемы на нее. Но фраза пиджака о том, что надо разделять с ближними радости и горести, подсказала, что стоит обсудить с ним наше прошлое. Я решил смягчить тон и начал беседу с того, что он, в отличие от нашего персонажа, дал отпор отцу. И, черт, это было так необычно, странно, но все же интересно обсуждать одни и те же события, при этом с другим исходом. Это была будто какая-то извращенная ностальгия. Я даже забыл, что ведь по сути только мои воспоминания настоящие, и мне казалось, будто этот тип просто прибыл откуда-то из параллельной реальности. Закончился диалог весьма неплохо, мы сговорились на том, что приготовим вместе вареники, которые в детстве делала наша мать. Видимо, все же сумели найти общий язык, и как минимум это совместное воспоминание уже было настоящим. Если, конечно, мы сами не альтернативная версия Яна, который умер еще где-то до начала игры за кадром. Но знаете, что было крайне неожиданным? Нет, не то, что после небольшой беседы мы общались как закадычные друзья или братья, даже подкалывали друг друга, а то, что Ян-механик сказал, эта станция рассчитана на куда больших размеров команду, чем наша, и что вдвоем мы долго не протянем, а значит, нужно больше альтеров. Кажется, я понимаю, почему клонов накачивали успокоительным. Я только услышал, как он сказал «моих клонов» и сразу побоялся, что чел меня убьет. Неожиданным было и то, что с нашим героем связалась бывшая супруга. Она интересовалась, как тут идут дела, но почему-то для меня было очевидно, что делает это она исключительно из-за того, что мне удалось добыть рапидий. Станция неожиданно остановилась, и пока не ясно, по какой причине. Ян-механик утром меня порадовал. Пока я ничем не занимался, он пошарился по станции и разблокировал ее дополнительные возможности. Оказывается, та работала в режиме минимального обслуживания. В мастерской появилась пара новых рецептов. Батарея для аккумулятора костюма я сделал одну, а также крюк для подъема на высокие выступы и бур для очистки завалов. Плюс теперь я мог давать Альтеру какую-нибудь работу, пока пусть занимается поддержкой станции в исправном состоянии. И чуть позднее я выяснил причину нашей остановки. Впереди был ручей лавы, не дающий проехать. Надо было искать другой путь. Совсем рядом я нашел источник органики и получил возможность запускать поисковый сигнал ценой в одну энергоячейку костюма. Так я знал направление, в котором следует искать источник ресурса. Ну и еще я понял, что зонды для сканирования многоразовые, то есть я могу просто тыкать их в разных местах и рано или поздно таки смогу прочесать всю территорию. Главное, чтобы хватило времени. Как только станция соединилась с бурильной установкой, Ян-механик предложил ею заняться. И вот здесь я узнал, что хоть казалось, что мы поладили, в нем все-таки сидело чувство раздражения и бунтарства. Ну и второе, как кажется, мне исправить уже не получится. Крюк нужен был как раз для таких уступов, хотя в этом случае мне малость повезло. Был обходной путь, а еще обогащенная жила металла. Вот только в каждой такой хоть и больше ресурсов, но эта область радиоактивна, и убирать радиацию я, к сожалению, еще не научился. Но облучиться пришлось, чтобы добраться до чистого месторождения металла. Второй бурильной установки у меня не было, и тут-то я понял, что первым делом более рационально было бы изучить местность и только после этого ставить буры и прокладывать сеть, потому как органика у меня и так была навалом. Пока я переставил бур, наступил вечер, и, видимо, каждый день я смогу разговаривать с моим коллегой, чтобы хоть немного улучшать отношения. Казалось, он хочет мне врезать, но вроде бы и ничего такого. Мужику просто хотелось прогуляться. Сделал еще один склад, чтобы как можно быстрее собрать побольше ресурсов, ведь почему бы и не... С каждым построенным модулем база становится тяжелее и потребляет больше топлива. Ну да, пошел я нахер. Что же это выглядело логично. Утром наш бюджетный двойник Логана снова был не в духе, и черт, ведь не просто так. Все это время он спал на полу, и я пообещал построить тому спальный отсек. Так или иначе, это целиком в его руках, он ведь сегодня на добыче металла.
Еще издалека я увидел залежи Рапидия, но путь в ту сторону в одном месте был вообще недоступен из-за завала на вершине, а с другой просто завален, и без бура мне не пробраться. Удалось лишь найти совсем немного скоплений Рапидия, и я сразу не обратил на это внимания, но рассвет еще был очень далеко, как минимум настолько, что система не могла сказать, сколько точно дней осталось, и это меня самую малость успокоило. Пришлось получить еще дозу облучения, потому что я заметил капсулу со своими вещами. Там был какой-то фильм и пара безделушек. Логана в работе я заменил, кажется, что он не был настолько продуктивен. Я построил ему спальный отсек и при всем этом пожертвовал созданием инструментов, которые, видимо, тоже одноразовые и будут перезаряжаться только при возвращении на базу. Ресурсов на них надо было довольно немало. Но в службе поддержки мне сказали, что наши спасатели не очень-то сильно торопятся двигаться сюда, чтобы нас спасти. Я понял, что корпорация не рассказывает, что будет с моим альтером после спасения, и вроде как со мной хотел связаться начальник этого парнишки. Какая-то важная шишка, обычно не влезающая в дела экспедиции, но, видимо, Рапидий был настолько важен, или же он просто следил за ситуацией, которую сама корпорация и устроила, потому что мне кажется, эти черти точно как-то замешаны в случившемся. Мне сказали, что система готова для создания еще одного альтера. Это был мой шанс создать медика, потому как неясно, чего ожидать, когда уровень облучения повысится еще сильнее. Но этого сделать еще было нельзя. В цепочке воспоминаний была куча мест для переписи квантовым компьютером, но я пока не знал, кто именно нам нужен и стоит ли прямо сейчас это делать. Пока мне позарез был нужен металл, этой работой я занимался самостоятельно, и только когда бросал буровую установку, перекидал задачу на механика. Создал второй бур, ведь без него продвинуться дальше было невозможно. К большому сожалению, эта штука оказалась не перезаряжаемой, а прям одноразовой, так что на преодоление препятствий у меня точно будет уходить много металла. А вот это стало настоящей неожиданностью в зале Рапидия. В этот раз не просто небольшое скопление снаружи, а большой источник под землей, куда также можно будет установить буровую установку. Ее у меня все равно не было, так что я решил продвинуться дальше и обнаружил, что, видимо, пересечь реку лавы не получится. Этот раскол тянется очень далеко и нужен был план «Б». Неожиданно наш механик схватил лучевой ожог первой степени, в то время как у меня он медленно, но стабильно добирался уже до второй, и это было настоящей проблемой. Было понятно, что, создая лазарет, в нем можно было бы очищать организм. Игра предложила включить радиационный барьер на станции, но мне было неясно, зачем он нам нужен, если мы уже облучены, и все же я оставил его включенным, ведь что-то подсказывало, нужен он не просто так. Поставил на производство шахтерский аванпост, дополнительные опоры и буровую кассету, и узнал, что с помощью транспортных опор можно мгновенно перемещаться домой. Пришлось сообщить механику плохие новости о лаве, но у него было предложение по решению данной проблемы – постройка лаборатории, где могли быть ответы на наши вопросы. А еще он упомянул о радиационном облучении и поддержке барьера. Видимо, он не просто защищал нас от дополнительной радиации, но и постепенно позволял выводить уже имеющуюся. Проложив путь к источнику Рапидия, я понял, что теперь нам уже точно не помешали бы лишние руки. Да настолько, что без них будет невыносимо трудно. Лаборатория была построена, и места на станции постепенно становилось меньше, хотя волноваться об этом пока и было рано. В ней можно было проводить исследования не только для улучшения нашего оборудования, но и для поиска решения насущной проблемы с путями через лаву. Вот только работать с этим оборудованием должен был специалист. Ну хотя бы теперь вопрос, кто именно нам нужен, больше не стоял. В этой ветке Ян сделал акцент не на стабильную офисную работу для обеспечения жизни с подругой, а сосредоточился на науке, перебивая жизнью в общаге. Со временем они с Леной отдалились, но его целиком поглотила работа на корпорацию. И чтобы усилия случайно не пропали зря, он лично вмешался в миссию Долли, будучи автором многих ее наработок. Процесс выращивания организма начался, вместо 30 лет этой штуке понадобится лишь 8 часов на создание взрослого полноценного человека. В это время на связь вышел кто-то из важных шишек. Типа звали Максвелл, и было видно, что мужик знает, как нужно правильно вести разговор. Начал беседу с того, что узнал, как наши дела. Рапидий был очень необычным металлом и постоянно менял форму. Максвелл сказал, что он не переживет транспортировку, и нам вышлют чертеж специально оборудованного хранилища. Обратил внимание на то, что без альтеров выжить было бы невозможно, и признал, что раньше они уже проделывали сканирование сознания, хотя куда более примитивно и для других целей. Но все детали остались тайной, и более того, как я и думал, то, что мы натворили, создав клонов с альтернативным сознанием, было беспрецедентным и незаконным случаем. Стало ясно, что в случае чего вся ответственность будет
сброшена на меня, мол, это чисто я принимал решение. Чертовы корпораты не собирались нести последствия. А касательно погибшей команды, их мог убить квантовый процессор, и я не понимал, что это значит, но на всякий случай решил запомнить эту деталь. Были и хорошие новости, что касалось радиации, она и правда постепенно спадала, вот только радиационные фильтры были еще одним расходником, на создание которого понадобятся ресурсы. На свет появился ученый, и, к большому удивлению, он был в довольно бодром расположении духа. Под ним лишь только деталям сложил картинку о том, что я нашел Рапидий, и что он смоделированная личность на основе ненастоящих воспоминаний. Даже его очки были не настоящими, потому как зрение у нас было одинаковым, но вот мозг работал совершенно по-другому. Ян ученый иначе смотрел на вещи, был готов к работе с первой же минуты своего физического существования и даже имел свою особую манеру речи. Теперь у нас было кому проводить исследования новых технологий, и меня маленько успокоило то, что нынче у нас два уравновешенных человека против одного, как мне казалось, не совсем надежного. Ковчег для Рапидия требовал довольно много ресурсов, так что этот день пролетел в мгновение ока. Ученый предложил оптимизировать наши рабочие процессы, задать правильные приоритеты и не тратить время на ненужные вещи. А вот механик, которого мне почему-то хотелось называть Логаном, наоборот имел свои мысли на этот счет. Говорил, что я иду на поводу у корпорации и что работы стало только больше, так что ему хотелось бы как-то отвлечься и заняться чем-то бесполезным. Постройка комнаты отдыха пока не была в приоритете, да и что скрывать, ресурсов на нее у нас не было. Тут нужны минералы, а их удалось найти только парочку. Пока ученый продолжал искать решение проблемы с рекой лавы, я доделывал оборудование. Еще одну бурильную установку, а то органики у нас было маловато. Вдруг на кухне возник спор. Ученый говорил, что нам стоит экономить ресурсы, в то время как механик хотел есть нормальную еду. Простой каши ему было мало. Увы, мы были не в том положении, да и брать нормальную пищу было банально негде. Я начинал помаленьку беспокоиться, чтобы наш Логан не натворил дел. Немного оптимизировал расположение наших отсеков и погнал восстанавливать запас органики. А к вечеру у нашего ученого уже был вариант решения проблемы – постройка моста, только не совсем обычного, по технологии нашей корпорации, чертежи которой должны быть у руководства. Без этого мы банально не справимся. Было странно слышать о том, что эта информация считалась секретной, этот проект буквально закрыли, так и не закончив, но наш ученый каким-то образом узнал о нем. И более того, в его воспоминаниях эта программа разработок была успешной, что лишь порождало новые вопросы. Все, что нам смогли дать, это незаконченные чертежи, от чего ученый, разумеется, был не в восторге и получил большую долю дизморали, но ему предстояло работать с тем, что было. Я же тем временем старался не просрать возможность и продвинуться дальше в исследовании территории, тем более, что увидел из края обрыва обломки капсулы, что могло пригодиться. На новой территории находились какие-то странные аномалии, в которые я из любопытства все-таки зашел, чтобы проверить их воздействие. Они давали нехилый заряд радиации. Я собрал разбросанный груз, включая сломанный электронный чип, и понял, что под ногами находятся залежи минералов, для разработки которых мне не помешал бы еще один зонд. Сбираться дальше пока что я побоялся, чтобы бесполезно не потратить крюк, да еще и опоры закончились, так что придется вдоволь поработать. Ученый рассказал, что этими аномалиями может быть некое соприкосновение или наслоение потенциальных вселенных. Это наталкивало на мысли про то, что таинственный Рапидий может быть как-то связан с этим дерьмом, и что если мои клоны это реально проекции других реальностей, или даже аномалии это результат порождения альтернативной жизни с использованием Рапидия. Крайне сложные и стрёмные вещи здесь происходят, это уж точно. Механик обещал поработать над ремонтом найденного чипа, а мы, я надеюсь, проживем еще чуть-чуть. Лукас, чел из, не знаю, службы поддержки, попросил меня построить второй контейнер для Рапидия, мол, больше его количество позволит значительно ускорить и упростить решение проблем на Земле. Я совершенно точно подумаю над этим, а пока нужно было добывать руду и исследовать новые территории, ведь неясно, сколько у меня осталось времени. Одну опору я бахнул прямо у обрыва, думаю, что дальность линии передачи должна позволить сократить путь, и если я доберусь на ту сторону, то они соединятся. Провел опорой к источнику минералов и здесь впервые использовал крюк, на что расходовалась энергия костюма. Заряжаться можно было прямо от транспортной опоры, но это тоже тратило драгоценное время. Было странно, что я не мог создать больше крюков, хотя позже узнал, что он вообще многоразовый, к счастью. Но вот остальные инструменты все же нужно было пополнять. Пара модулей на станции сбоили, и не дождавшись, пока те окончательно сломаются, я кинул на них охранника и вдруг подумал, а быть может, комната для отдыха это не такая уж и плохая идея.
Напряженная обстановка влияет на нас всех, и было бы неплохо отвлекаться от всего этого дерьма. Меня предупредили, что бывшая жена Лена пытается разузнать побольше о нашей миссии, и нужно как-то убедить ее, что здесь все в порядке, да еще и не взболтнуть лишнего, как вариант, используя Альтера, который с ней нормально бы общался. Хотя лично мне эта идея не понравилась совсем. Как с ней может общаться чувак, помнящий несуществующие линии времени? Это ж прям лютейшее палево. К счастью, ни механик, ни ученый не сохранили семейных отношений в своих историях жизни, так что я этим вопросом даже не парился. Вместо этого испытал новенькую комнату отдыха, сыграв с Логаном в бирпонг. Офигенная штука, в игре тоже ничего. Все было довольно просто, нужно прицелиться и бросить шарик с нужным уровнем силы. Мужику, видно, сразу стало полегче, и он поделился со мной мудростью своей жизни. Научиться говорить «нет», потому что иначе мне сядут на шею и свесят ножки. Пока механика был занят поддерживанием станции, крафтить оборудование пришлось самому. С помощью чипа можно было улучшить квантовый компьютер, открыв дополнительную ячейку под личности Альтера и под новое улучшение станции. Пока ученый заканчивал изучать схемы для постройки моста, я же решил улучшить добычу неметаллов. И когда вновь отправился изучать остаток локации, ужаснулся. Сперва все шло круто, мне и правда удалось перекинуть линию передач напрямую через ущелье, а вот дальше очередное скопление аномалий начало двигаться и преследовать меня. Прорвавшись вперед, я нашел еще один источник странностей. Ни радиации, ни чего-то еще наносящего вред не было здесь, но эта штука явно была связана и с аномалиями. Ученый сказал, что все это надо изучить с помощью специнструментов, и нам еще только предстоит понять, Рапиди является причиной этих искажений или их следствием. Что же касалось движущихся аномалий, я не разделял мнение ученого о том, что их привлекает активность моего скафандра. Мне почему-то казалось, что виной тому создание клонов, как-то связанных с так называемыми потенциальными вселенными, наслаивающимися друг на друга. Для моста же нужны были полимеры, а чтобы их создать, надо в специально построенном модуле очистки объединить металл и органику, что значит, нам придется добывать еще больше ресурсов, причем желательно всех возможных видов. Успокаивало лишь одно – солнце все еще было далеко, и если честно, мне казалось, что в такие моменты глобальное время в игре вообще не движется, и я могу копаться на этой локации так долго, как только захочу, пока не активирую какой-то сюжетный триггер, но пока это была лишь теория. Случилась очередная поломка, и механик заприметил, что у нас закончились ремонтные модули, а я все это время думал, что механик это единственный человек, кто может чинить поломки без дополнительного оборудования. А тут еще и ученый отравился, и хоть тому оставалось совсем немного для открытия инструмента по работе с аномалиями, пока он был болен, то не работал совсем. Я немного пополнил запасы, послушал предложение ученого о введении сверхурочных, но поскольку уже и так было слишком поздно, я решил их выключить и провалил это задание. Готовился делать полимеры для строительства моста и решил, что нам не хватает людей. Трудно было понять, кого именно мне создавать. Ботаник вроде пока нам особо не был нужен, нам нужны лишние рабочие руки, но в то же время мне казалось, что эта ветка наверняка даст мне еще одну нестабильную личность. Но делать нечего, я решил рискнуть. Ян-шахтер принял предложение отца о работе в шахте еще до того, как матери стало очень плохо, но это все равно не помогло ее спасти. Учеба пошла по одному месту из-за трудной сверхурочной работы, а несчастный случай и вовсе отнял у мужика руку. Черт. Мы в дерьме. Но стоп, я ведь еще не создал клона, может я все еще могу... А, нет. Процесс запустился автоматически. Ну окей, остается только ждать. Не успел я заметить, как у нас закончилась еда и пришлось потратить полдня на готовку. Только ученый создал анализатор аномалий, как что-то произошло, что-то очень плохое. Началась магнитная буря, сжигающая электронику, и во время нее радиационный барьер станции потреблял больше энергии в целях безопасности. Начала ломаться электроника, и я создал еще ремонтных наборов. Снаружи в это время повсеместно появлялась радиация, что делало внешние работы крайне опасными. А тут еще и новый Ян родился, но из-за поломок я не смог его забрать. И в этот раз окно нового дня, что обычно меня успокаивало, сообщило о том, что Солнце приближается и повысилась активность планеты. Теперь ночная радиация будет начинаться на час раньше. Отчасти я, видимо, оказался прав. Наш новый член экипажа был не слишком стабильный. Во многом он был в недоумении из-за того, что к нему вернулась потерянная рука. Сначала мне казалось, что он был сильно похож на Логана, но, как заметил позже, он не настолько дерзкий и на самом деле где-то в глубине, пожалуй, даже слабый и очень сильно не уверен. Во всяком случае, своей прошлой жизнью он доволен точно не был. Ресурсов у нас было довольно мало, а с каждой новой комнатой станция будет требовать все больше топлива.
Ян ученый создал инструмент, который с помощью света проникает внутрь аномалий и вроде как может их устранять, а Логан снова нашел нечто полезное – процедуру поддержки производства. Можно было указать минимальный необходимый объем припасов, и если их станет меньше, задачи сами добавятся в очередь на верстаке. Наконец-то позвонила бывшая подружка, но я старался дистанцироваться. Мне казалось, что буквально все из звонящих преследуют лишь свои личные интересы. Ну, с этой подружаней у нас хотя бы было общее прошлое, что на самом деле делало ее более значимым потенциальным союзником. Так или иначе, пока серьезно я не доверял никому, особенно Максвеллу, у которого, по ее словам, было очень много секретов и пробелов в прошлом. С новым инструментом можно было обезвреживать аномалии, воздействуя на их источник. Это постепенно садило батареи костюма, но давало какой-то новый ресурс. А вот уничтожение той статичной аномалии привело к неожиданным последствиям. Она испарилась, но оставила в этом мире следы с проекцией растений, проследуя за которым я нашел новое воплощение артефакта в виде планетарных образцов. С их помощью можно будет проводить разные более сложные исследования. Ученый изучил влияние магнитных бурь и создал механизм, по которому мы сможем определять их приближение за 7 дней до начала, и сказал, что буря как-то странно взаимодействует со здешними ископаемыми, и во время нее они добываются куда эффективнее. Вот только глядя на радиацию, я как-то не сильно хотел рисковать. Указал минимум нужных припасов для еды и радиационных фильтров, надеюсь, мы будем поспевать пополнять их и при этом оставаться на плаву в плане ресурсов. По сути, теперь, когда нас 4, 3 в идеальных условиях должны мочь добывать сразу все 3 ресурса – металл, органику и рапидий либо минералы на выбор. Плюс с помощью той странной аномалии наш ученый сможет разработать радиационный репульсор. Если сделать такой один, фильтры будут расходоваться не так быстро. Если сделать несколько, их можно будет не менять вообще. Под конец дня я решил посмотреть с командой фильм, но когда увидел, что длится тот целых 3 часа, тут же решил прервать процесс, но уже было поздно. И команда в полном составе легла спать в 1 ночи. Поскольку я уже настроил столько отсеков, что на перемещение этой базы у нас уйдет полный бак органики, пора было расширять базу, для чего был нужен металл и минералы. Буровых установок у меня уже было 3, так что работа закипела. Вот только на складе закончилось место. Строить очередной отсек, чтобы еще сильнее увеличить расход топлива, я не хотел, поэтому просто выбросил часть ресурсов, бесследно их потеряв. Долбанная игра была сделана так, что не позволила спокойно накопить кучу ресурсов и сидеть на них как эдакий Скрудж Макдак, но не все ресурсы я выбросил. Шахтер пожаловался на фантомные боли, от которых ему помогали медицинские штуковины, вызывающие привыкание. Я поверил тому на слово пока что и позволил временно их использовать, но так, чтобы не подсесть на иглу. Часть ресурсов я сжег на постройку радиационного репульсора, эта штуковина нивелировала все радиационное воздействие, но ровно до того момента, пока станция не была увеличена. Да, наконец-то мы нашли дополнительное место и увеличили бак для органики. С этого момента репульсоров нужно было уже 2, но на самом деле и один уже уменьшал расход фильтров в 2 раза. После очередного исследования я понял, что из того странного аномального материала можно будет делать любой базовый ресурс после некоторых улучшений, пока же только перерабатывать его в органику, но что здорово, это все автоматически. В кои-то веки я проверил наших братков. Ученый был бодрячком, шахтер просто в порядке, но чуйка подсказывает, что это только пока я позволяю ему сидеть на препаратах. А вот механик злился, и как я понял, именно из-за этого его рабочий день сократился, мужик банально не хотел работать больше. А тут еще оказалось, что шахтер в свой первый же рабочий день получил травму, и хоть тот говорил, что это просто царапина, я вспомнил момент с уроком от механика о том, что иногда стоит прямо говорить «нет». И если такое повторится, тогда придется ему как-то привыкать к своим болям. Но в целом сегодняшний день был, возможно, даже самым спокойным за последние пару недель. У нас осталось свободное время, и я сперва катнул еще партейку в бирпонг с механиком, а после мы вместе посмотрели фильм. Хоть тот же самый, но посмотрели буквально. Это была забавная короткометражка о том, как выжившие вычисляли импостера с помощью образца крови. Сначала у подруги, потом у здоровяка. Бородач увиливал от пореза грязным ножом, и этот неподозрительный тип со странным лицом и следами крови на халате поддерживал его инициативу. Да, вы правы, итог был очевидным. Это был парень с бородой. А что крайне приятно, сеанс бирпонга и кино подействовал прям хорошо. Он улыбается. Правда, кажется, я был прав, и дух бунтарства в этом парне мне не искоренить. Снова звонил тип спросить, как тут дела с постройкой второго хранилища для Рапидия, но нет, пока это слишком отягощало наше выживание.
И казалось бы, что делать? Большой запас ресурсов для грядущей дороги мне не сколотить, а мост я строить не спешил, потому что, кажется, как только его завершу, игра триггернется, и у меня останутся считанные дни на то, чтобы отсюда убраться. Так что пока стоило сосредоточиться на том, что можно сделать, не трогая мост. А вариантов на самом деле было много. Добыть ресурсы для еще одного репульсора против радиации, позволить ученому изучить столько доступных технологий, сколько в принципе возможно. Слушай, у нас место на складе кончается. Вот, например, большой склад. Само собой, это отяготит станцию, но в сравнении с несколькими малыми складскими модулями это так или иначе будет легче и вместительней. Но как только я составил план действий и решил, что у меня все под контролем, I heard you had another accident. Are you okay? наш шахтер опять получил травму. Я не мог бездействовать и пришлось отобрать его таблетки. Казалось бы, это ерунда, но пиздец только начинался. Я сыграл с ним в бирпонг, чтобы маленько развеселить. На следующий день он рассказал о любимой игре, в которой когда-то занимал списки лидеров. Одним словом, парень держался, хотя каждый день страдал от боли в руке. Я предложил полежать тому в лазарете. Хоть у нас его еще и не было, я сделал его постройку приоритетной и неустанно добывал ресурсы, пренебрегая отдыхом и радиацией, пока остальные занимались своими делами. Был почти на грани, но уже на третий день смог построить лазарет, и, черт, я таки начал устанавливать треклятые опоры для моста. А быть может и не стоило, особенно если моя теория о том, что это триггернет солнце, окажется верной. Лазарет можно было назначить только доктора, но надежда, что Ян сможет и сам воспользоваться простейшей помощью, у меня была. Ведь я сам отлежался здесь и снизил уровень радиации за ночь на 2 пункта. Вот только или это чистая случайность, или долбанные опоры таки запустили процесс восхода солнца. И даже с этим я как-то справился, нас как-никак 4. Вот только шахтер опять поранился. И в этот раз он оттяпал себе руку. Did you just chop your arm off? What's it look like? Fucking prank. Разговор не удался, мужик сказал, что сделал то, чего я не смог, и получил тяжелую травму, после чего состояние парнишки будет продолжать ухудшаться вплоть до смерти, если он не вылечится в лазарете. Я тут же отправился изучать местность по новой. После солнечной активности здесь появилось больше руд, больше аномалий и новая жила Итерала. Я надеялся, что с ее помощью у меня получится нанять доктора, но забыл, что для этого необходим чип, а не эта штуковина. И вышло так, что нужно было поскорее закончить строительство моста, чтобы в следующей зоне найти чип, улучшить квантовый компьютер, клонировать себя в роли врача и вылечить его рану. Только вот неясно, сколько еще всего надо будет строить после установки опор. У меня оставались всего лишь 10 дней, и при всем этом запас ресурсов очень резко иссяк после недавней магнитной бури. Это был, сущий кошмар. Я судорожно пытался как можно скорее добыть металлы и минералы, из которых и создавался материал для строительства опор. Но, к счастью, хотя бы вопрос здоровья нашего коллеги решился сам собой. Лазарет позволял ему поправляться даже без врача на борту, хоть и чертовски медленно. Несколько дней я был занят добычей и очисткой руд. Наш ученый пришел сказать, что мы должны что-то сделать с тем придурком, что отрезал себе руку, и не можем позволить себе держать на борту непродуктивных членов экипажа. Пока я представлял себе худший исход, он предложил сделать парню протез. Черт, какое облегчение. 4 часа на исследование, еще несколько на сборку. Я продолжал работать до состояния облучения, осталось 8 дней. И тут механик сказал, что раз уж у нас есть минерал, ускоряющий органический рост, то мы, возможно, сможем вырастить тому новую руку. Даже он видел, что проблема парня не в конечности, а в сильной неуверенности, и, быть может, новая рука, что, так сказать, будет принадлежать уже ему, не будет болеть, и парень пойдет на поправку. Я был согласен, что корень проблемы мог быть не в руке, а в его психологическом состоянии, но вот что новая рука приведет его в норму, а не повторит это событие. В этом я сомневался и сосредоточился на протезе. Это казалось более разумным действием, даже при том, что я смог переубедить ученого насчет выращивания новой конечности, хотя это было менее продуктивно и отняло бы у нас кучу времени. На самом деле переубедить его было нетрудно, парень был поглощен наукой, и я просто это использовал. Разрываясь между добычей, созданием опор, менеджментом ресурсов и управлением нашими работягами, я наконец-то смог сделать протез. Был рад, что шахтер в этот раз сам отказался от таблеток, говоря, что они ему больше не нужны, да и новую киберруку он принял весьма легко. Болезненную неуверенность это не убрало, но я надеялся, что теперь все будет в порядке. Мне же срочно предстояло добыть ресурсы для очистки и доделать гребаные опоры, пока долбанное солнце нас не убило. Оставалось всего 6 дней. Цель была ясна как никогда – добыча металла и органики и их переработка в полимеры, чем я уже занимался, потому что успел сколотить их запас.
Тут у шахтера с Логаном возник спор касательно безопасности. Шахтер считал, что микрочастицы Рапидия могут отравить нашу воду и попросил улучшить систему фильтрации, а механик говорил, что здесь и так достаточно усовершенствованная система. Его словам я поверил. Как-никак он хотя бы знал специфику оборудования станции, потому как хотя бы умел ее чинить. А вот шахтер вряд ли погружен в эту тему. Каждый раз, когда он чувствовал себя неуверенно или чего-то боялся, а я спрашивал, что случилось, он нелепо отрицал свои переживания, а в этот раз еще и попросил убедить его, что я справлюсь с управлением нашей посудины. Больше ничего не оставалось, как дать ему обещание. Как-никак, если даже я его нарушу, отвечать мне за это не придется, мы все будем мертвы. Собрал в мастерской мостовые анкеры и погнал их устанавливать, молясь о том, чтобы не пришлось строить еще и дорожное полотно, ведь оставалось только 5 дней. Слава богу, мне сразу стало легче, ведь теперь все, что было нужно, запастись органикой для переезда, ну и не допустить, чтобы все пошло по одному месту. Пока у нас было время, его надо было использовать с пользой, наладить моральное состояние работяг, проверить, как работает добыча обогащенных месторождений. Облучение теперь я уже не боялся, потому что построил второй репульсор и фильтры больше не нужно менять. Ну и дела здесь обстояли так, что кроме обычного металла добывалось такое же количество обогащенного, и в отсеке очистки из него можно было выделить обычный металл и такое же количество органики одновременно. Накопив нужное количество ресурсов, я решил построить комнату для размышлений, чтобы наши яны могли как-то сбрасывать излишнее напряжение. Оставшиеся считанные дни можно было смело отдыхать, так что комнаты, где альтеры могли побыть наедине с собой, тут же заполнились. И только я подумал, что решил вопрос морали, как на следующий же день начался небольшой бунт. Сначала я испугался, но проблема оказалась не страшной, а странной. Они хапнули облучение 1-го уровня. Конечно, стрёмно было, что одно это заставило механика сказать, что я не устраиваю их в роли капитана, но, повторюсь, проблема была скорее странной. В системе не стоял защитный фильтр, хотя я думал, что после постройки 2-го репульсора он нам уже и не нужен. Альтеры порой ссорились из-за каких-то мелочей и уже начинали злиться, но отсутствие работы позволило потратить время на отдых, расслабление и пивко. Смертельный рассвет наступит уже через 23 часа, но я задержался здесь только по одной причине. Надеялся, что с возрастанием опасности тут появятся новые планетарные аномалии, но раз этого не случилось, я еще раз проверил мост и мы были готовы отсюда валить. Возникла еще одна ссора. Черт, и в этот раз из-за чего бы вы подумали? 30-летние мужики не могли решить, какую музыку послушать, чтобы отпраздновать нашу маленькую победу. И хоть ученый всем своим нутром считал себя выше всяких мелких проблем, но так или иначе тоже участвовал в споре. Механик хотел врубить жесткий рок, шахтер рейв, а ученый что-то попроще, позволившее нам лучше работать. Я долго думал, на чью сторону встать в этом мельчайшем и ничего не стоящем вопросе, и после песни, что я услышал дальше, я был доволен своим выбором. Сделал в мастерской гитару, отчитался перед Максвеллом и узнал, что это он был автором программы с клонированием и разветвлением, но свои тайны он по-прежнему не раскрывал. И тут мы взялись писать текст. Черт, хоть что-то мы смогли сделать вместе. Каждый придумал свою часть текста, я же как капитан решил писать о предстоящем пути и готовности к трудностям. Growing up apart, we shared surprisingly common ground, feeling nothing more than regret. Я не знаю, так ли вам воспримется этот момент на видео, как он был воспринят мной во время игры, но до чего же это, было кайфово. Настолько неожиданно, что после потнейших 30 с лишним дней, в которые я никак не мог расслабиться и выдохнуть, получить подобную сцену. Это был чистый кайф. Вижу этот путь впереди, теперь готов я ко всему. И хорошо, что больше не один. Друзья со мной, и это к лучшему. За все, что просрал, и я заплатил. Но разве нельзя иначе? Мы все уплывем
Теперь я решил, что справимся с задачей. Если б сначала все начать, попробовать жить еще раз, откуда-то взять второй шанс сейчас. Если б начать сначала все, где солнце не догонит нас, спасти друзей, убраться прочь, хоть на ночь. А потом окунуться обратно в суровую реальность. У наших ребят после гулянок болела башка, у всех кроме Логана. Перед отправкой я дал им задачу наготовить побольше еды, да присматривать за базой. Все равно у меня не было ни производств, ни чертежей, ни даже доступных исследований. Эта стрёмная хрень в итоге была какой-то гравитационной аномалией огромных размеров, а совсем рядом был небольшой проход. Я сразу заподозрил неладное, и да, видимо этим путем я не смогу проложить опоры для добычи. Тут еще одна аномалия больших размеров. Проверка на себе показала, что она замедляет время внутри себя, а значит каждый раз пробегая здесь, я буду терять драгоценные минуты. Но ядра внутри я не увидел, так что хрен знает, что мне с этим делать. Ну а в целом я трогал только аномалии, которые преследовали меня, ну или банально преграждали путь, и пока старался беречь энергию и идти путями, не требующими крюк-кошку. Первый нашел органику и дохрена высокие уступы, которые не пройти без улучшений крюка, а значит ресурсы для меня уже лишними точно не будут. Да и при переезде я забрал все оборудование с собой, так что склад был почти переполнен с самого начала. В целом же сеть проходов здесь была заметно запутаннее, чем на прошлой карте. Очередная аномалия жрала весь заряд костюма, но пока я туда не шел, было кое-что получше. Видимо, это ущелье – это мой шанс проложить опорные узлы. Прочистил заваленный проход, что позволит сократить путь, и пока время было, двинул дальше, ибо оказалось, что здесь еще очень много территории. Нашел еще одну особую аномалию, дающую ресурсы, по ее следу идти пока не получится. Чуть позднее нашел еще чип для компа, что крайне хорошо, и еще один подвид уже знакомого искажения, только это постоянно пульсировало, меняя размер. Надеюсь, эта опорная точка достанет аж к тому сраному выступу. Пока было решено вернуться домой. Без нашего ученого я бы точно не справился, он сразу же раскидал план действий. Чтобы изучить гравитационную аномалию, нужно соорудить сенсор и установить его где-нибудь повыше. А что касалось простых аномалий, в частности замедляющей времени, по его словам, в ней тоже должно быть ядро, и чтобы его обезвредить, нужно просто поглубже зайти. С этого момента в лаборатории и мастерской появилась работа. Пока я прокладывал путь к источникам органики и обогащенного металла, новые технологии уже должны быть изученными. Внутри временной аномалии правда было ядро, но пришлось потратить немного времени. Совсем короткая задержка привела к тому, что я попал под ночную радиацию, и, знаете, она довольно сильна. К счастью, внутренности станции на 100% защищали наши репульсоры. К вечеру и новый чип был отремонтирован, а значит я смогу не только призвать на одного альтера больше, но и открыть новые технологии. Вот только стоит ли вообще кого-то звать? Доктор определенно нам бы не помешал, но каждый из этих засранцев постоянно теряет настроение, спорит друг с другом, и мне было стрёмно, что я могу не справиться с еще большей толпой. А еще было неясно, что значат дополнительные профессии и почему я их вижу, но не могу открыть. Для дальнейших улучшений мне придется искать те ионные точки, или как там они называются, потому что без них большая часть технологии останется закрытой. Я лег спать и надеялся на то, что солнце не будет торопиться и даст нам время на то, чтобы разобраться с этим дерьмом. Подключил бурильную установку с органикой к станции, прочистил себе путь к еще одному месторождению радиоактивного металла и, как оказалось, зря, и заменил одну из опор на более продвинутую зарядником для костюма. Территория и правда была здоровенной, нужно скорее найти источник минералов и потихоньку искать путь к высоте, чтобы изучить гравитационную аномалию. Пока все шло неплохо, работяги создавали мне бур, пока я ковырял малую минеральную жилу, и с его помощью я открыл доступ к подземным запасам. Кажется, мы справлялись, но во многом благодаря тому, что мне приходилось тратить время на успокаивание работяг, пока что они чудом держались без помощи. А тут у механика живот заболел-то, ну ёп. Да, стоило только расслабиться. Мужик сказал, что у него башка раскалывается и живот болит. Если бы это было похмелье, то за эти 2 дня боль бы уже ушла. Он предположил, что, возможно, алкоголь был просроченным. Понимая, что день подошел к концу, я поставил на очередь очистку обогащенного металла и лег отдыхать. А утром что-то случилось на кухне. Выращенная с помощью рапидия Молли умерла, и хочешь или нет, в голову закрадывались мысли, что теперь все мои альтеры тоже под угрозой.
Они спрашивали, что мы будем делать, хоронить ее, кремировать или заморозить, чтобы в будущем отдать корпорации. Я решил кремировать, чтобы мы не тратили время и пространство на лишние заботы, но механик в очередной раз выдал базу. Сказал, что при смерти одного из членов экипажа положено сделать вскрытие и изучить причину смерти. Учитывая, что альтеры тоже могли быть под угрозой, хотя думаю, что это маловероятная игра меня просто дразнит, рисковать в отношении напарников, на которых держались все наши жизни, я не собирался. Дал задание на вскрытие и, черт, надеюсь, это мне не аукнется, но я создал 4-го альтера. После школы я не ушел домой, я постарался помочь девушке, у которой украли сумку, и случайно забрел в переулок с больными людьми и наркоманами, где увидел старика, который лечил их и помогал. Когда после очередной ссоры он ушел из дома, то они снова встретились, и я начал ему помогать, параллельно обучаясь врачебному делу. Зубрил и готовился по ночам, чтобы отточить навыки, и ближе познакомился со своим старым наставником Эдгаром. Когда в один день к нему заглянул отец, Ян смог перебороть свои принципы и пошел следом за ним. Больную мать удалось вылечить, быстро поставив верный диагноз, а после уютная жизнь с мамой заставила его забыть об улице, и наставник больше не хотел принимать к себе того, кто поставил собственное благополучие на первое место. Но спустя время он снова вернулся к врачеванию и познакомился с женой мэра. Все начиналось невинно, но в итоге он эгоистически разрушил ее брак и в поиске искупления вины отправился в проект Долли. Пока новый Ян рос в чреве, я в поисках минералов для создания улучшенной кирки забрел в незнакомое место, за той самой стеной, отнимающей энергию. Казалось, тут только разбитые капсулы, но вдали на уступе росли деревья, и учитывая климат, совершенно неясно, как здесь могла быть жизнь. Я вел себя крайне неосторожно и в спешке чуть не получил смертельную дозу радиации, когда со всех сторон начали нападать аномалии. К зеленой поляне без улучшенного крюка было не добраться, но вот там внизу я нашел еще один поврежденный чип, и с ужасом обнаружил, что не могу ничего сделать, нам банально не хватает места на складе. Док провел вскрытие и сказал, что Молли умерла от кровоизлияния в мозг. Он изменился и был покрыт странной прозрачной пленкой, будто тканью с какой-то мутацией. Больше он сказать ничего не смог, а связаться с землей не удается из-за помех, устроенных той огромной аномалией. Все, что мы могли сделать, это построить МРТ, чтобы проверить, все ли в порядке с нами. Уже к ночи очнулся наш новый товарищ. Я переживал, что, прожив ненастоящую жизнь, начиная с самого детства, именно тогда у него началось разветвление, все будет крайне плохо, но мне удалось объясниться. И глядя на то, что главной мотивацией этого парня была помощь и искупление, надеюсь, что он станет надежным членом команды. Утром я начал очищать обогащенный металл и сначала улучшил крюк. Отдал новенькому кружку, что была памятной вещицей, это немного поправило его состояние, а после, не без усилий, создал средний склад и отыскал по следам планетарный образец, изворачиваясь от надоедливых аномалий как только мог. Пришлось использовать несколько аккумуляторов для перезарядки костюма, энергии критически не хватало для таких труднопроходимых мест. Пока что все было в порядке, я планировал расширение базы. И тут нате, снова бунт, но в этот раз причины были схожи и решались не слишком сложно. Ребята захотели нормально поесть. Хотя, конечно, странно, что о плохой еде говорит тот, кто как раз таки наоборот топил за максимальную продуктивность и экономию. Но я смог обеспечить им оранжерею. Признаться, главная причина, по которой я ее до сих пор не построил, я думал, что выращиваться еда будет только с применением рапидия для ускорения, а оказалось совсем нет, нужна была только органика. В улучшениях с использованием планетарного образца я его пустил все-таки в костюм. Это открывало очень много бонусов в будущем, хотя я и понимал, что общие нужды куда важнее, чем моя личная безопасность. Постепенно я, кажется, привык к распределению обязанностей, и все было довольно неплохо. Врач любил готовить, ученого я пускал на оранжерею, потому что все-таки мне кажется, что я прав. Солнце не будет нести угрозы до тех самых пор, пока я не выполню часть главного задания, пока не установлю сканер на верхних уровнях ущелья. Так что пока просто фармил руду и старался поддерживать общий порядок, выделяя чуть больше времени на отдых альтерам. Впервые специально проиграл нашему механику в Бирпонг и наконец-то расширил базу до 3-го уровня. И он, к слову, был не последним. Скопил ресурсы на большой склад, правда, чтобы построить его пораньше, пришлось сделать все по хитрой схеме. Сначала разобрать один из отсеков, чтобы выбить лишний металл, потом поставить большой склад, разобрать маленькие и за их счет вернуть уже разобранный отсек. Теперь у нас было полно места и для ресурсов, и для отсеков. Перед тем, как окончательно скатиться в гринд ради максимальной прокачки на данном этапе, я проверил, нельзя ли уничтожить стену с помощью моего фонаря, и исследовал до сих пор не открытые части биома. Нашел пару вещей из разбившихся модулей, открыл путь к верхним уровням, где надо будет устанавливать анализатор, и чуть не забыл, была же еще и лесная роща. Самое странное место, что вообще не вписывалось в окружение. Лес выглядел странно и напоминал голограмму.
Сперва я решил, что это очередная пространственная аномалия, но нет, это и правда была простая голограмма, но забрав ее, я смогу устроить отсек с парком прямо у нас на станции. Если честно, я уже перестал сильно нервничать и торопиться, потому как теперь уже уверен почти наверняка, Солнце начнет движение, как только я достигну определенной точки в нашей главной миссии. Так что я исследовал пустошь дальше, нашел разбитые грузовики и вылез куда-то на невероятно большую высоту, где в очередной раз порадовался красивым видом. Нашел еще одну грузовую капсулу с нашими вещами и мне кажется, что теперь я исследовал этот биом уже полностью. Посмотрел с ребятами новый фильм, но понял, что моральный дух не в лучшем состоянии, и если сразу думал, что из-за МРТ переживает только шахтер, то убедился, что волнуются все. Черт, это на самом деле очевидно. Так что цели сразу изменились, вместо улучшений базы и постройки модулей я добыл ресурсы на МРТ для нашего лазарета. Результаты появились утром и произошло то, чего я так боялся. Мутировавшая ткань росла в мозгу у всех, кроме меня. Точно не ясно, виной тому использование рапидия, ускоренный рост или внешние факторы вроде радиации, но все точно было хреново. Хэппи-эндом пока что даже не пахло. А что касалось лечения, даже наш ученый, что спасал миссию несколько раз, не знал, что делать. И все же, черт, этот парень был готов помогать мне до самого конца. Я узнал, как дела у остальных. Не стоит и говорить, что были они так себе, но кого смог, я хотя бы немного ободрил. И в процессе общения понял, что какими бы они плохими ни казались в тяжелых ситуациях, это определенно неплохие ребята. И даже не знаю, игра будто намекала раньше, что я должен делать выбор в пользу корпорации или себя, но я поставлю на этих парней. Без всяких пафосных речей, наше выживание и общая цель миссии ведь буквально держались на всех нас. Так что я решился на ответственный шаг. Новый Ян, будучи врачом, не смог бросить других пациентов ради матери и после ее смерти страшно себя корил. Провел кучу времени вдали от цивилизации, где постепенно приходил в себя, заводил друзей и понимал суть вещей. Покопавшись в себе и в жизни в целом, он понял, что все относительно и абсолютных величин не бывает, что стоит внимательно относиться к потребностям, ведь это ключ к профессиональному росту, и то, что поначалу было простым заявлением о себе, закончилось реальной миссией с большим потенциалом. Ян-врач поделился тем, что чувствует себя немного не таким, как остальные альтеры, возможно из-за того, что его ответвление прошло еще в детстве и у них не так много общего. Но как бы там ни было, это точно не делало его хуже или лучше. Мужик предложил закатить небольшую пирушку для всех, раз мы и так рано или поздно умрем, и попросил небольшой запас еды для пары экспериментов с рецептами. Количество запрашиваемой еды было настолько ничтожным, что я в тот же миг все ему предоставил. Наконец-то с нами связалась корпорация. Они смогли перенастроить каналы связи и пройти сквозь помехи аномалии. Лукас дал мне частичку надежды и сказал, что мы попробуем сделать лекарство. И у нас как минимум было с чем работать, результаты МРТ и вскрытия. И тут наконец-то я узнал, ради чего вообще была создана вся эта система разветвлений. Лукас тоже работал над ней вместе с Максвеллом, и изначально она была придумана для людей с ПТСР, чтобы можно было заменять плохие воспоминания людей, в основном ветеранов, и делать их жизнь лучше. Я был маленько растерян касательно того, как относиться к корпорации. Возможно, конкретно эти двое не так уж и плохи. Наш врач случайно сломал оборудование на кухне, пока разбирался, как им пользоваться, но в итоге пообещал, что закатит нам пирушку. Это особое блюдо слегка более затратное, хотя это с какой стороны посмотреть, ведь его хватает на всю команду, и оно должно помочь нам немного поднять боевой дух. Как это обычно бывает, только я собрался сфокусироваться на добыче, как начали происходить американские горки. Только в этих у нас не было ремней безопасности. Началась магнитная буря, сжигающая большую часть оборудования, которое приходилось чинить уже двоим альтерам. Я сделал парк, чтобы немного успокоить нервишки Логана, но он наоборот воспринял это в штыки, мол, я делаю это все для себя и зря трачу наше время, которого у ребят и так нет. Видимо, здесь я и должен был послушать его урок о том, чтобы вовремя сказать «нет». Психолог пополнил нашу команду. Мне казалось, что в такой безвыходной ситуации без него просто никуда, и я всеми силами хотел сохранить нашу команду. Добывал ресурсы под очередное улучшение станции, возможно, так я все еще смогу даже построить второй ковчег для Рапидия. Но тут бац, и активность солнца слегка повысилась в очередной раз, делая день короче. Шахтер жаловался, что я не даю ему работу, в которой он разбирается, и хотел вернуться на шахту. Ну, это я ему предоставил. А вот что касалось их болезни, выход нашелся. Вот только звучало не слишком-то хорошо. Максвелл предложил провести операцию по донорской пересадке части мозга, взломать протоколы квантового компьютера, чтобы смочь создать пустую оболочку, то есть тело без воспоминаний. Это звучало крайне стрёмно и уже было не до шуток. Да, я не ответил, но сказал, что подумаю.
К удивлению, часть команды приняла это без негатива. Доктор и вовсе был прямо за, как и Шахтер. Остальные похуже, но я ожидал, что многие вообще отвергнут этот вариант напрочь. Лукас из поддержки подкинул идею связаться с бывшей женой касательно этого вопроса, с которой я раньше решил не общаться совсем. Но ситуация была критической, так что если я сделаю хуже, не страшно, ибо я понял, любой мой выбор приведет к плохим последствиям. Пришлось рассказать ей правду, и, черт, она была не так плоха, как я о ней думал. Пообещала, что не расскажет корпорации об Альтерах, по крайней мере до конца миссии, и пообещала попытаться помочь. А что касалось Максвелла, она говорила, что этот тип очень подозрительный, может многое скрывать, и она, возможно, даже достанет доказательства. Я старался работать, как только появится минута, постепенно накапливая радиацию. Просто старался, чтобы Альтеры чувствовали себя не слишком плохо и своевременно получали поддержку. Пирушку мы таки закатили, и нам правда был нужен подобный отдых. Шахтер был рад сохранить себе жизнь даже с использованием донора, а вот доктор сказал, что если мы перейдем грань, то пути назад уже не будет. К счастью, Лена подоспела с помощью, предложила установить самонастраиваемый нейроимплант, который будет следить за деятельностью мозга. Вот только с его помощью корпорация сразу узнает об Альтерах и получит доступ к их мозгу, и этот вариант вызвал у всех разные чувства. Я до самого конца не знал, как поступить, но опять-таки хороших вариантов здесь просто не было, были только плохие, и между ними приходилось выбирать. До меня докопался механик, сказав, что сперва я сделал киберруку для Шахтера, а теперь заставляю его работать сверхурочно, на что я ответил, что это был целиком его выбор. Он говорил, что всему виной протезы, пашет тот мужик просто ради моей похвалы, и предложил устроить тому сеансу мозгоправа. Честно, я был обеими руками за, и не сделал это до сих пор только потому, что все и так шло нормально. Параллельно со взломом квантового компа наш ученый сказал, что хочет сохранить труд своей жизни. Как оказалось, свое выживание его не слишком-то сильно и заботило, а вот сохранение своей научной работы, написанной в искусственных воспоминаниях, он хотел передать миру. То есть получалось, что из искусственно созданных воспоминаний получится выделить настоящую научную работу. Ему лишь нужно было дать время на ее перепись. Довольно много времени, считай целых 3 рабочих смены, но думаю, что оно того стоит, так в случае чего наши жизни точно будут потеряны не зря. Я построил личную каюту из подзал из остатков ресурсов. Время позволяло, места все еще было достаточно, главное, чтобы нашим это помогло. А тут еще оказалось, что наш психиатр смог помочь Логану даже за пределами рабочей смены, и он был доволен. Пока ребята занимались своими делами, я только заметил, что на карте с приходом радиации появилось целых 3 планетарных аномалии, и их точно нужно было собрать. Снаружи стало заметно опаснее, появилась куча преследующих искажений, и мне очень помогло то, что недавно я самую малость прокачал мощность фонаря. Целый день я бегал, выискивая сначала источники излучения, а после шел по его следу ради самого ресурса. И как раз секунда в секунду успел эвакуироваться до того, как поверхность стала радиоактивной. Шахтер целые сутки общался с мозгоправом и даже сам не подозревал о том, что проходит сеанс терапии. Сначала они пили пиво и говорили об отце, а после уже о том, как бы Шахтер чувствовал себя на моем месте. И этот парень впервые за все эти дни выживания сказал, что признание того, что ты боишься, не делает тебя слабым и стыдиться тут нечего. Он, конечно, все еще чувствовал легкую неуверенность, но прям набрался оптимизма. Преподал мне некий урок, и, черт, этот парень впервые за все наши суровые будни улыбался. Это было невероятно приятно. Я продолжал работать, позволяя Альтерам отдыхать чуть больше, буквально на 1-2 часа. Нашел место, где они похоронили Молли, и забабахал себе еще один большой склад на замену среднему. Надо было подкопить ресурсы. Альтеры были в норме, временами ссорились. Механик требовал, чтобы доктор рассказал всем о результатах их сканирования и не скрывал меддокументацию. Я поддержал это, и, спойлер, в итоге механик ни черта не понял, а ученый только зря потратил на объяснение свое время. Открыл точку с необлученным металлом на всякий случай, после улучшил базу до последнего уровня. Здесь появилось столько места, что я даже не представляю, что мне с этим делать. База стала прямо-таки огромной. Ученый сообщил, что они решили проголосовать за то, как поступить с их болезнью, и честно, я был всецело только за. И пока все было в порядке, я продолжал добавить ресурсы, чтобы успеть построить как можно больше модулей и завершить как можно больше исследований, но так длилось недолго. Ученый сказал, что пора задуматься над лекарством, а то у всех уже начинают сдавать нервы. Для этого было 5 дней, и я на самом деле очень сильно удивился, потому что еще вчера он говорил про голосование, а сегодня требует, чтобы я уже что-то делал. Но чтобы не допустить худшего, я решил собрать табула расу, человека без каких-либо воспоминаний. С точки зрения ученого, пустую донорскую оболочку, с моей же это по-прежнему был человек. Но ради того, чтобы спасти всех остальных, я был готов и на такие жертвы.
Ученый завершил свою работу по памяти несуществующих событий, и теперь в дело пошли интересные чертежи с планетарным артефактом. Первым пошел апгрейд крюка, который больше не будет тратить энергию при подъемах. Еще была небольшая проблема с психологом, он был готов к работе, но не к работе с самим собой. Это очень сильно отягощало мужика, по его же словам, тот просто выгорел, и попросил сварганить какое-то не особо легальное вещество, чтобы он мог, как говорится, превосполниться. На фоне проблемы с выживанием это казалось пустяком, так что я даже не стал спорить. Этот мужик уже имел дело с такими веществами и вроде бы выглядел нормально. Наш донор официально появился на свет. Честно, это выглядело жутко, без воспоминаний, но это ведь все еще человек. Body. Whoa! What the fuck? Looks like I didn't use enough sedative. Let me just, There. Damn it. I hope it didn't activate the cortex. Я уже начинал склоняться в сторону чипа. Останавливало одно, я почти уверен, что корпорация при желании с помощью него сможет удаленно убить альтеров. Именно поэтому я вообще и решился создать табула расу. Слова ученого о том, что я могу искать другие варианты, если хочу, я принял как подсказку и понял, что должен хотя бы предоставить выбор. И пока мы все ждали дня переговоров, уже начинал добавить ресурсы для создания чипов, чтобы было из чего выбирать. Голосование не удалось. Доктор вообще не понимал, как можно даже обсуждать что-то убийство. И все-таки я продолжал работать, и хоть солнце меня не торопило, меня торопил таймер принятия решения. Другого выхода просто не было. Все собрались на кухне, и мы начали обсуждать, что делать. Выбор был невелик. Я склонялся к тому, чтобы использовать Альтера как донора. Доктор и Логан были строго против, и один из них сорвался. Prolong this loser's meaningless life. There is no good way out of this mess. The branching was from the start it. Он вдруг потерял сознание, и теперь времени на подумать не было точно. В последний момент у меня пролетела мысль о том, что раз мы взломали квантовый компьютер, возможно, сможем хакнуть и те треклятые чипы, и выбрал второй вариант. Пересаживать ему часть мозга мертвого Альтера было бы и слишком. Против чипов были 3 человека – психолог, механик и шахтер. Игра сообщила, что подобное решение навсегда изменит то, как они будут меня воспринимать. В итоге они в неком роде закрылись, о чем символизировал значок замка. У каждого были свои уникальные чувства, шахтер до чертиков напуган, психолог отстранился и ушел в депрессию, ну а механик, которого я так люблю называть Логаном, был просто в ярости. И тем не менее, пока шла магнитная буря, черт только ее не хватало, они все равно были готовы работать полную смену, вот только каким-либо образом поправить их состояние, отправив в комнату размышлений, я не мог. А чертова буря, кажется, с каждым разом она становилась все сильнее и сжигала больше модулей за раз. В надежде хоть как-то смягчить обстановку, я включил фильм для совместного просмотра, но, как оказалось, только 2 члена команды составили мне компанию, остальные окончательно отстранились. И в такой неподходящий момент, когда в команде назрел сильный разлад, солнце неожиданно о себе напомнило. У нас осталось 6 дней. Дизмораль одолела всех, даже доктор был подавлен, осознавая, что не обретет признания за свою научную работу. Мне каким-то чудом удалось поднять ему моральный дух, сказав, что даже если так, то он точно станет легендой, и многие будут пытаться разгадать загадку, какой же загадочный, цитирую, титан мысли стоял за этим открытием. Первым делом с приходом непосредственной солнечной активности я достал еще один планетарный артефакт. Теперь путешествия по поверхности хоть и были по-прежнему опасны, но благодаря улучшениям я мог взбираться на любые уступы, не тратя драгоценный заряд энергии. Хотя бы здесь не нужно было больше заморачиваться и напрягать свою последнюю извилину, которая превозмогает всю чертову игру. Когда время стало сильно ограниченным, видимо, мой мозг переключился на производительный режим. Я тут же вспомнил, что наземные месторождения гораздо богаче подземных, хоть и истощаются почти сразу. Плюс я не пренебрегал разрушением аномалий. Их ресурс можно было конвертировать в любой другой, если открыть ветку технологии, и парочка у меня как раз была. Оказалось, что я пропустил одно место на карте с еще одной парой брошенных вещей. Но главной задачей была все еще наша миссия. Сканер аномалии, который я сделал еще в начале, был установлен, а я надеялся только на одно, что 6 дней нам хватит на то, чтобы освободить проезд нашей станции. Да уж, порой мне было трудно. Хочет что-то обсудить, но не хочет разговаривать.
Ну и с ним. К счастью, ученый буквально мгновенно получил данные из аномалии. Если упустить слова из высоких наук, то нам предстояло спроектировать и построить подавляющие вышки, что уничтожит эту гравитационную аномалию. Это займет 10 часов и, надеюсь, мы успеем. Открыв чертеж дополнительной защиты станции, я усилил пару важных отсеков, чтобы там не так часто горело оборудование, мастерскую, где делались ремонтные инструменты, лабораторию и квантовый компьютер на всякий случай. Я еще не знал, что лучше бы сейчас не тратить лишние ресурсы, и вы удивитесь, что еще я успел учудить, будучи на краю от гибели. Я бахнул нам еще одну личную каюту, с трудом воздерживался от того, чтобы создать еще одного альтера, но пусть и буквально полсилы, но наши раздосадованные члены экипажа все еще брались за базовую работу. Я до последнего надеялся, что спустя денек-другой их настроение вернется в норму, но все по-прежнему было плохо. All I want is for you to stay away from me. Я последовательно выискивал наземные месторождения руд, чтобы запасти побольше ресурсов и успеть построить еще что-нибудь важное для станции. Конвертировал аномальные материалы в металл и на всякий пожарный сделал еще один головной имплант, потому что он теперь был обязательным для создания будущих альтеров. В итоге, спустя все мои страдания на поверхности, все перенастройки производств, пока на шахтах трудилась большая часть экипажа, я сделал подавляющую вышку для аномалии, а их нужно было 2. В команде продолжались ссоры, и ситуация постоянно нагнеталась. Без какого-либо преувеличения я не знал, хватит ли нам этих 4 дней, чтобы убраться, и успею ли я все завершить. Казалось, будто в любой момент все может полететь к чертям. Не проходило и минуты, чтобы я бездействовал, как, впрочем, и остальные альтеры с их значительно более коротким рабочим днем. И тут, как только я закончил делать вторую вышку, увидел, что часть наших ребят собралась в командном модуле. Они явно замышляли что-то плохое, и хоть мне удалось поговорить хотя бы с психологом, тот, разумеется, не рассказал совершенно ничего. Опасаясь за то, что они могут подставить всю команду, я решил что-то предпринять и сразу же создал альтера-охранника, чья жизнь завела его к нелегальной торговле, долгу каким-то опасным типам, временную работу охранником, а после оформление поддельных документов и отправку на миссию Долли под видом начальника охраны. Наш врач меня немного успокоил, сказав, что они так ведут себя из-за того, что им больно, а не потому, что они плохие. А на следующий день один из них даже со мной поговорил и самую малость пришел в себя, хотя все еще оставался закрытым и... Понимаете, если раньше перед бунтом они говорили, что будет бунт, если я что-то не сделаю, то это само по себе было лишь сигналом, что-то начинает идти не так. И никакого настоящего бунта, скорее всего, даже не было бы. То сейчас же, когда они что-то утаивали, это явно был сигнал, что бунта не избежать. С этими мыслями я гнал к первой точке установки станции, ведь осталось всего лишь 2 дня. Клавишу ускорения я вообще не отпускал последнюю неделю. И, кстати, вот эта техника по итогу оказалась бесполезной. Механик лазил возле нее еще до всей этой истории с чипами, но сказал, что так ничего и не вышло. В установке вышек мне опять чертовски сильно помогло улучшение крюка, обе были на месте буквально за пару часов. И хоть у нас оставалось всего лишь 2 суток, я решил использовать оставшиеся крупицы времени. Удалось даже заговорить с механиком, его и правда терзали мучения из-за происходящего. Как жаль, что все это невозможно исправить. Более того, невозможно было даже поступить лучше, ведь хороших вариантов попросту не было. Первое знакомство с охранником хоть и прошло в целом неплохо, но я сразу понял, что этот тип не из тех, кто чувствует эмпатию, будет руководствоваться нашими общими интересами и интересами миссии. Черт, да, позже он буквально сам сказал, что не из тех, кто будет частью команды. По сути, его успокаивало только то, что на станции были все удобства. Мне пришлось подстроиться под его ценности и почти буквально купить его лояльность. В какой-то степени это было даже хорошо, но, блин, я понимал, что такой ход с моей стороны будет принят не очень хорошо. А что касалось моего глупого поступка перед лицом смерти, я, таки смог в последний гребаный вечер нафармить ресурсы на постройку 2-го ковчега для Рапидия. Лукас был вне себя от радости, поделился личной информацией, что его брат сидел в тюрьме из-за того, что у него не было выбора, а самого Лукаса спас Максвелл, дав работу и возможности. Последние наши часы я буквально немножко погриндил, а после перекинул 4 человек на работу у вышек. Без них нам было не справиться, и хорошо, что наши отступники вообще согласились помочь. Я солгу, если скажу, что это было неожиданностью, но все так... Я даже не знаю. С одной стороны лучше, чем я думал, с другой же хуже.
Лучше, потому что это было не восстание в полноценном смысле. Они никого не убили и не ранили, если не считать мою травму. Механик все-таки смог починить те грузовики, и трое из нас, он, шахтер и психолог, куда-то уехали. Это была огромная потеря и сильный удар даже лично для меня, ведь я по-прежнему надеялся, что мы сможем как-то сломать те чипы. Ведь должен же быть здесь хоть какой-то сраный хэппи-энд. И сам не заметил, как теперь уже просела лично моя моралька, мораль того, кто сидел по ту сторону монитора. Даже не обращая внимания, начал выбирать более неуверенные варианты ответов, в которых я был виноват. И так-то оно хотя бы отчасти было на самом деле, но эта неуверенность плохо сказывалась на моей команде. Спасибо ученому, что меня спас и чуть не погубил, уколов лекарства, на которое у персонажа была аллергия. Оказалось, что он говорил с Леной, и скорее всего теперь об Альтерах точно знали уже все. Учитывая все наши провалы, больше не было права на ошибку и нужно было принимать безупречные решения. Правда, сам ученый забыл вести снотворное табула-расе, и теперь он шлялся где-то по палубе. Казалось, словно он в порядке, настолько, насколько может быть в порядке человек, лишенный личности. Из-за него мне стало только стремнее, но то, что теперь тип стал частью нашей команды, маленько меня успокоило. Плохих новостей, к слову, было еще больше. В терминале связи висело сообщение от Агаты, какой-то важной шишки из корпорации. Им стало известно об Альтерах, и ничего хорошего меня не ожидало. А Лукас, который еще вчера был вне себя от радости из-за лишней партии Рапидия, теперь был в гневе. Максвелла, видимо, повязали, а его самого поперли из компании, и все, что они планировали, пошло коту под хвост. Правда, я не знал, что именно они планировали. Лена признала, что это она все рассказала, что мои решения кажутся мне верными здесь, на станции, но со стороны все было очень плохо. И теперь мы остались лишь с частью припасов и с половиной команды на огромной станции с десятком другим модулей, которые часто ломаются. Ученый немного утешил, сказав, что я справлялся так, как мог, что на ветке воспоминаний квантовый компьютер мог сгенерировать кучу разных версий Яна, но капитана среди них не было. Все потому, что никто из нас не был готов к такой роли. И кажется, у нас появился какой-то план – использовать квантовый компьютер так, как когда-то его использовал Максвелл, для изменения личности, а не создания новой. Я до конца не понимал, что мы делаем, но согласился подключиться к чреву и пройти через какой-то странный алгоритм Максвелла. Я очнулся на пустой станции, рядом не было никого, база остановилась и надо было выбираться наружу. Уже здесь я понял, что это нереальность, потому что станция мгновенно испарилась, а на горизонте был виден чей-то силуэт. Каждый раз после приближения все галлюцинации растворялись, и я понял, что мы в каком-то смысле по новой проходим свою прошлую жизнь. При этом у нас нет возможности вмешаться и что-то изменить. Предо мной предстал я, но это была какая-то странная сущность, на мгновение напомнившая мне доктора Манхэттена. Незнакомец говорил, что если весь предложенный выбор – это иллюзия. My choices are real. My altars are proof of that. Hey, Why are you doing that? Cut it out. Сущность задавала мне вопросы касаемо прошлого, говорила об ошибках и с одной стороны намекала на то, что прошлое не изменить, с другой корила меня за сделанный выбор. Спустя еще пару минут трипа я сначала шел следом за стадом, а после сквозь волну бесконечных осуждений двинулся к началу, к команде, погребенной в капсулах. Незнакомец сказал, что я уже знаю ответы на свои вопросы. Я выбрал первое, что корпорация может сама саботировать миссии, потому что пока они ведут бесконечные поиски средства против голода на планете, получают бесконечные деньги и ресурсы, а решение вопроса голода их не заботит. Но так ли это, я все еще не понимал. Скорее всего, все случившееся было простой случайностью. Но меня натолкнули на мысль о том, что следствие того, что выжил именно я, это просчитанное бездушное решение квантового компьютера, что кислорода не хватило на всех и в итоге машина оставила в живых только одного, того, у кого наиболее высокий шанс выжить и выполнить миссию. Что верными или неверными были мои решения в прошлом, но именно они привели меня сюда и сделали тем, у кого наибольшие шансы выжить. И что даже плохие решения могут привести к хорошим последствиям. Не скажу, что я ни черта не почерпнул из этой беседы, но я определенно не знал, что делать дальше. Спасибо готовым диалоговым репликам, которые четко подсказали наш дальнейший план выживания. Отыскать наших беглецов, спасти их и вернуть на станцию. Мол, если механик не выжил, то мы не выживем точно. У нас получилось перенастроить навигационную систему станции на низкочастотные волны и отправиться на поиски команды. Я чувствовал, что финал этой истории уже близко.
Наша команда была в добром здравии, и ученый лишь подметил, что стоит быть осторожным с механиком. Сигнал оттуда исходил непонятный, и мало ли это могла быть ловушка. Со мной впервые вживую связалась Агата, рассказала, что они отстранили Максвелла. Он при разработке своей миссии ставил эксперименты над подопытными солдатами, многократно переписывал их память, навязывал несовместимые воспоминания и так по кругу, пока один из подопытных буквально не разорвал себя на куски. От меня пока просили немного – построить маячок, чтобы спасательная команда знала, куда приземляться, и каким-то образом протащить альтеров на борт так, чтобы о них никто не узнал. В ином случае, мол, придется затыкать слишком много ртов, чтобы общественность об этом не узнала. Мне казалось это рисковым, и думаю, что у альтеров больше шансов выжить, если о них как раз таки узнает общественность. Меня тогда точно посадят, но ведь они уже являются живыми людьми, и общественность явно их примет. А вот корпорация, наоборот, уничтожит, и в итоге об этом никто даже не узнает. Местность была довольно неприветливая, заметно больше предыдущих моих стоянок, мертвая, безжизненная, с кучей аномалий, и местами трудно было отличить каменную породу от огромных деревьев. Сначала я зашел в тупик, к счастью, ведь больше не придется сюда возвращаться. Ответвлений было очень много, я же пока обходил локацию по одной из сторон, нашел груз и только за узким проходом обнаружил первые залежи органики. До этого я не встречал минералов здесь вообще и уже чуть не подумал, что эта местность будет совершенно пустой и полагаться придется только на свои запасы. С высокой смотровой точки я увидел странный свет внутри одного из огромных пней и несколько опор. Видимо, где-то там наши потерявшиеся чуваки раскинули базу. А вот что касалось транспортировки органики, пришлось повозиться, чтобы понять, каким неудобным способом мне придется прокладывать точки опоры. Поскольку теперь я знал, куда мне надо двигаться ради главной цели, то пошел в совершенно другом направлении, желая отсрочить восход солнца до максимума. Здесь был обогащенный металл, тоже очень неудобно расположенный, и прокладывать транспортировку ресурсов пришлось бы очень далеко, так что пока я решил сосредоточиться на исследовании. Встретил новую аномалию, искажающую пространство. Так было труднее ориентироваться в местности и определять опасности, но как только я уничтожил 2 разлома пространства, эти искажения тут же пропали. Еще один транспортный модуль и залежи Рапидия. Я сомневался, что удастся сколотить 3-й ковчег, но на всякий пожарный производство открыл. Отсюда до базы было сравнительно недалеко, вот только быстро потемнело, стало трудно ориентироваться, и я так торопился бежать незнакомой дорогой, что схватил повышенную дозу радиации. Повезло, что у нас был врач. На утро я почти вылечился, и солнце еще было далеко. Значит, можно исследовать поверхность дальше. Наш врач словил небольшую депрессию, вспомнив прошлую жизнь, и попросил как-нибудь вернуть ему татуировку на руку, чтобы от его воспоминаний был хоть какой-то след. К счастью, оба наших товарища могли нарисовать эскиз, так что оставалось только сделать тату-машину. Ресурсов было немного, но, думаю, ничего не случится, если мы пустим немного на эту безделушку. Хоть я мог позволить нам траты на такие мелочи, к своей работе относился максимально серьезно и старался выкладываться по полной. Нашел планетарные образцы и открыл бурильную установку на скопление минералов. Иногда спешил сильнее, чем надо, но после улучшений костюм выдерживал удары аномалий, правда эти щиты надо было перезаряжать. К концу дня мне удалось найти залежи металла рядом с неудобно расположенной вздымающейся аномалией. На них, к слову, теперь я смотрел совсем иначе. Каждая такая аномалия – это способ добыть капельку универсального материала, из которого можно сделать теперь уже любой ресурс, кроме разве что самого Рапидия, но он мне больше по сути был и не нужен. Разве что... С 3 парами рук, не считая моих, было, конечно, труднее работать, но пока что мы держались. Добытые планетарные образцы я все-таки решил пустить на улучшение именно скафандра. Благодаря этому в будущем я смогу открыть инверсию врат, и получится наоборот заряжать скафандру тех преграждающих аномалий. Это позволит добыть больше универсального материала, который, к слову, разлетался как горячие пирожки, потому что скоро нужно будет готовиться к буре. Да и лишние опоры на такой здоровенной карте тоже не повредят. Нашел еще один груз и, видимо, приближался к базе обитания наших ребят, потому что месторождения здесь были добыты еще до моего прихода. Проложил сюда линию с транспортной опорой, чтобы в будущем перемещаться в эту точку мгновенно, но заглянуть в гости пока не решился, чтобы не спровоцировать движение солнца. В это время наш табула раса что-то копошился на станции. Я ожидал плохого, думал, он хочет убежать отсюда, но мужик был добрый наивен, хотя и не мог нормально общаться. Он просто хотел поделиться со мной красотой этого места. Через денек я накопил достаточно много ресурсов и... Нет, я не укрепил те отсеки, что у нас уже были, у меня в голове щелкнуло, и я бахнул 3-й ковчег для Рапидия. В оправдание сказать мне абсолютно нечего, видимо, я наконец-то привык к постоянной нервотрепке и чуть ли не в первый раз за всю игру смог расслабиться. Укрепил модуль очистки против магнитной бури, помог наконец-то сделать тату нашему врачу. Надо сказать, что это и правда его утешило, мужик даже начал улыбаться.
А после, осознав, что чертова буря уже совсем рядом, решил заглянуть в гости к нашим беглецам. Я уже успел соскучиться, хотя был готов к тому, что тепло встречать меня не будут. Увидел я только механика, и хоть тот признал, что у них не хватает запасов, не согласился вернуться к нам. Но в то же время было видно, что его ярость хотя бы отчасти, но прошла. Поделился своей находкой с доктором и ученым, доктор предложил поделиться припасами, а вот второй, ему было практически все равно, ведь с его точки зрения эти парни занимались самоубийством. Следующим утром, чтобы быть максимально продуктивным, я отправил готовить припасы нашего охранника. Сам в это время отправился к поверхностным залежам, откуда доставал больше руды за раз. Остальные могли работать только на буровых станциях. Наконец-то, когда радиация уже усилилась, я отдал припасы и, к счастью, механик их принял. Попросил его еще раз вернуться на базу и, хоть получил отказ, Логан проговорился, что с радостью вернулся, если бы у меня были какие-нибудь гарантии защиты от корпорации. А это было уже что-то. Теперь уже я получил свой заряд настроения и мотивации. И сжигал свое время за добычей, ожидая, когда смогу дозвониться до Лены, чтобы попросить ее о помощи. Рабочий день стал короче, а в терминале так никого и не появилось. Что же делать? Просто ждать? Но ведь на носу очередная буря, и день может сократиться еще сильнее. Либо же, да, я все же решил действовать. На следующий день создал сигнальный маяк и установил его на краю пропасти. Видимо, теперь пути назад уже не будет. Я раздумывал, как же ему скрыться от альтеров. Представив, как бы этот вопрос решал механик, ему в голову пришла мысль. Сделать просто, спрятать их в Рапидии, в грузе, которым корпорация так дорожит. Видимо, все не могло быть так просто. Я рассказал ученому правду о том, что корпорация попросила провести их на борт тайком, ну и что мы находимся под каким-то дерьмовым аномальным куполом. Нам нужно было время. Время, которое я сжег так быстро, как только можно. Вечером на связь вышла Лена, сказала, что сожалеет о том, что выдала нашу тайну, но в конце концов припираться не было совершенно никакого смысла, и я понял, что все мы должны принять свои ошибки. А еще нужно было спросить ее про альтеров. Она резко оборвала связь, и мы снова остались в этом вакууме с надвигающейся бурей. Я сыграл с нашим охранником в бирпонг, и уже поздним вечером, когда можно было давно лечь спать, Лена снова вышла на связь, но теперь через зашифрованную линию, потому что заподозрила, что все это время наши звонки прослушивались. Она рассказала, что спасательный отряд, отправленный к нам, это вооруженный спецназ. Неясно по какой причине, но явно стоило готовиться к худшему. Вполне вероятно, что меня попросили провести альтеров на судно тайком, чтобы мы расслабились, да и оттуда уже точно никто не убежит, и они смогут замести следы. Но был крошечный шанс, что ассистент Максвелла Лукас, что обиделся на нас, сможет как-то перехватить контроль над судном и приземлить его подальше от корпоратов. А касательно имплантов, спасающих жизнь альтеров, Лена сказала, что попробует отключить их от системы и удалить все данные. Все было просто замечательно, правда, за исключением нашего Робинзона. Он был подавлен, и что делать, я, честно говоря, не знал, ведь он даже толком не разговаривал. Но, если честно, моя грусть была очень быстро забыта, потому что я наконец-то смог вернуться к механику не с пустыми руками. Поделился с ним планом перехвата судна и деактивации отслеживания чипов. Вот только была еще одна проблема с куполом. Не передать, словами, как я был счастлив в этот момент, когда, проснувшись очередным 75-м по счету утром, я увидел все эти знакомые лица. Они подняли по пивку на кухне, я переговорил с каждым, и как же здорово все-таки было видеть все эти искренние улыбки. Если в любой другой игре улыбка бы воспринималась мной как простая реакция на минутную шутку, то здесь этот момент был одним из самых важных за всю игру, ведь я знал, через какую боль, испытания и препятствия мы прошли, чтобы ее добиться. Ученый рассказал, что этот невидимый купол был на самом деле здесь с самого начала, и возможно именно он и стал причиной выхода из строя капсул моей погибшей команды. Отправившись наружу, я искал след источника электромагнитных помех. Как же здорово, когда вся команда снова в сборе, и теперь нам точно под силу любая хрень. Эти артефакты были похожи на планетарные искажения, только в этот раз громадных размеров. 3 места, откуда вырывались корни огромного дерева, устремляющегося вверх. Теоретически был какой-то способ материализовать эту структуру, чтобы добраться ближе до купола и оттуда его уничтожить. Если отбросить научные выражения, то у нас был шанс с помощью Рапидия реализовать эту сумасшедшую идею и после взобраться наверх. Было тяжело общаться с Лукасом, которого я невольно кинул. О них узнали корпораты и всех уволили, но поступить тогда иначе я просто не мог. Думаю, что используя я мозг табула расы, все обернулось бы еще худшим результатом.
Этот парень оказался лучше, чем я думал, скорее всего намного лучше всех нас. Хоть я и предал его наставника, а Лукас неуверенно пытался защищать все те несчастные случаи с военными, он был чертовски добрым чуваком и даже после всего этого сказал, что подумает, но я верил в него целиком и полностью, иначе нам просто крышка. Я защитил еще пару модулей, при этом тратя не весь запас ресурсов, потому что ожидал какого-то подвоха, мол, скоро случится что-то, к чему стоило бы быть готовым. Со мной заговорил шахтер, и было видно, что этот парень прям стал новым человеком. Он больше не страдал от неуверенности и мог спокойно говорить о своих слабостях, и хотел сделать что-то для себя. Шахтера приятно удивило то, как наш Робинзон радовался жизни даже в таких условиях, и ему захотелось попробовать вырезать что-то из дерева. Это было одной из вещей, которые он навряд ли смог бы попробовать вновь, но на поверхности была куча образований, напоминавших древесину, и он попросил достать ему образец камня необычного цвета и сделать резец. Сразу понял, какой именно камень он имеет в виду, потому что эти структуры заметно выделялись на фоне серой безжизненной местности. Видимо, прошлые его воспоминания были настолько неприятными, что мужик и правда завидовал табула расе, который был чистым листом, парнем без всего того дерьма, что каждому из нас пришлось пройти, и он был счастлив. И вот пришло время создать установку, генерирующую настолько сильное поле, что сделало бы те планетарные вероятности настолько плотными, что по ним можно было бы перемещаться. Вот только поле это почти наверняка будет достаточно сильным, чтобы повредить и нашей станции. И пока я буду забираться наверх к куполу, нашим работягам на базе придется ох как несладко, и надо бы сколотить запас ресурсов, чтобы станция вообще выдержала такую нагрузку. К тому же, по его словам, начать нужно будет утром, чтобы не умереть во время ночной радиации, и, честно, я не понимал, к чему именно мне готовиться, и каких масштабов будет это испытание. Как бы там ни было, я поставил на производство несколько лишних радфильтров, ремонтных наборов и разрывался между тем, чтобы с одной стороны не сделать кучу лишнего хлама и оставить ресурсы для критических ситуаций, если такие будут, с другой же сделать так, чтобы альтеры спокойно пережили грядущий кипиш. Я прям ждал, когда же все пойдет не так, потому что эта часть игры была самой простой. Моя нервная система наконец-то адаптировалась в начале этого акта к игре, нервяки ушли, и более того, сейчас у нас было столько ресурсов и комнат для досуга, что жители могли со спокойной душой не работать. Новым утром я погнал на старт нашей невероятно опасной авантюры, но мне не дали этого сделать из-за магнитной бури. В итоге еще день мы прочилили, я защитил пару новых модулей, и настал 79-й день. Солнце начало приближаться. Несмотря на это, новых скоплений минерала и планетарных образцов на поверхности не появилось, но это и к лучшему. Я решил, что тянуть больше точно некуда, и пора начинать нашу операцию по разрушению купола, ведь солнце взойдет через 8 дней. Буквально в воздухе потенциальные вселенные сблизились настолько, что их проявление обрело физическую форму. Я тут же дал по газам, слушая на фоне, как наши парни сообщают об очередной поломке внутри станции. Стало понятно, что этот забег должен стать быстрым и четким спринтом. На пути было чертовски много аномалий, картой пользоваться было нельзя, она банально не фиксировала появление этого древа. Здесь тоже невероятно помогло улучшение для крюка, но даже без этого с прокачанным фонарем энергия у меня заканчивалась довольно медленно, и я даже не потратил и половины. Искажающую реальность аномалию я даже не трогал, чтобы не терять время, и когда взобрался на самую вершину, понял, что мне назад. Нужно было ее все-таки устранить, чтобы обезопасить это место для установки оборудования, а после сразу же бежать, пока дерево не растворилось в воздухе. У нас получилось! До чего же приятно было видеть наших альтеров в добром здравии с бутылками пива во время празднования нашей победы. Не употреблял только Робинзон. Признаться, я не думал, что все закончится так быстро, ведь ученый предупреждал, что выдвигаться нужно именно утром, а я управился буквально за пару часов. Свободного времени осталось настолько много, что я впервые за всю игру позволил себе выбраться наружу просто так, чтобы рассмотреть окрестности и полюбоваться базой наших бывших беглецов. Даже проверил эффективность инверсии врат, которые после активации не разряжали батареи, а наоборот их заряжали. Как жаль, но на данном этапе эта фича уже была бесполезна.
Мы даже успели посмотреть новое кинцо, просто хотелось еще как-то порадовать этих усатых мужиков. Потому что я до сих пор маленько был на измене и ожидал, что вот-вот должен начаться величайший кризис за всю игру, только после которого и наступит катарсис. А на деле же все было, в принципе, в порядке. Я рассказал им правду про корпорацию, про то, что их нужно будет протащить на спасательный борт тайком и взять его под свой контроль, чтобы посадить где-то подальше от корпорации и подарить им свободу. Между силой и хитростью я выбрал второе и решил не взрывать нашу станцию. Но ученый рассказал и о силовом способе. Команда спецназа будет обязана посетить нашу станцию, чтобы проверить документацию и бортовой журнал, и в этот момент можно будет взорвать их с помощью взрывчатки. Но, к счастью, был и другой вариант – разработать усыпляющий газ. За это мы и взялись. Появилось очень много работы, но в основном для нашего ученого, потому как запасы ресурсов за последние дни скопились довольно большие. На фоне заиграла музыка, и я понял, что именно это решающий момент нашей операции, и что больше никакого глобального кризиса у нас не будет. Видимо, мне все-таки удалось создать хорошую обстановку и завоевать уважение команды, потому что ссор у нас больше не было. Область квестов заполнилась длинным списком разных задач, и работы, видимо, предстояло довольно много, но сперва надо было поговорить с механиком, он вызывал меня к себе. Извинился за то, что считал меня эгоистом, и рассказал, что впечатлен решением полезть в чрево самому, а не скинуть это на кого-то из альтеров. И поделился со мной своим откровенным воспоминанием о нашей матери, ее последними словами. Я заметил, что эти двое начали называть друг друга братьями, и сдается мне, что после всего случившегося дерьма это уже не была простая фигура речи. Позвонил Лукас и сказал, что поможет нам, ведь когда он попросил о помощи с дополнительным запасом Рапидия, я ему помог, подвергая себя риску, и теперь он тоже поможет нам. Нужно будет соорудить какой-то подключаемый автопилот для шаттла, и тогда мы сможем изменить курс. Список задач был длиннючим, и хоть одна из них была необязательной, я все же сделал абсолютно все, что только смог. И даже 4 взрывных заряда на случай, если что-то пойдет не так и наши жизни окажутся под угрозой. И когда у нас уже почти все было готово, ученый неожиданно попросил об одолжении. Под впечатлением того, что мы пережили, он, видимо, и сам поменялся. Казалось, будто он может раскрыть секрет этой планеты и ее связи с Рапидием. Его вела интуиция, и мужик попросил отпустить его в экспедицию. Вот так, прямо перед финалом он попросил на время отлучиться, и я не хотел забирать у него стремление всей его жизни. И когда все исследования были проведены, я его отпустил. Настал следующий день, а мужик так и не вернулся. Скажу честно, я был готов ждать его вплоть до наступления самого последнего дня перед рассветом. Но прошла пара часов, и он вернулся, цел и невредим, а это значит, что он каким-то чудом пережил ночь с ее смертельным уровнем радиации. Судя по его восторгу, тот что-то нашел и скинул мне координаты, чтобы я увидел это своими глазами. Все было реально. Это не какая-то там область сближения потенциальных вселенных или другая аномалия, это был самый настоящий оазис. Экосистема в этом месте каким-то образом приспособилась к росту в зоне с Рапидием, и даже несмотря на смертельное выжигание солнцем, каждый раз перерождалась, при этом как-то сохраняя прежнюю область роста и, возможно, даже распространяясь. То есть потенциально это место могло разрастись и в итоге занять всю поверхность планеты. Ученый начинал меня пугать, ведь, зная его тягу к науке, я быстро понял, что он захочет остаться здесь. Я чертовски сильно не хотел его отпускать, но, наверное, это и был его урок. Если раньше тот мечтал о признании, что следует за научным открытием, то сейчас был готов отдать всю свою жизнь во имя науки, даже понимая, что, скорее всего, ее финал будет ужасным. Очень долго думал, какое же решение принять, хоть он и сказал, что сам сомневается и сделает так, как я скажу, я не мог принимать решение за другого человека, если и правда считал его именно что человеком, а не клоном или какой-то выдуманной версией себя. Goodbye, my friend. My altar. Goodbye, man. Hope you find whatever you're looking for. Part of it, I already have. Теперь мы точно достигли точки невозврата. Все было готово, и я погнал в особый ковчег Рапидия с открытым отсеком попрощаться с альтерами перед выходом в новую жизнь. Яном, психологом, охранником, врачом, нашим ТР, заново родившимся шахтером и механиком, который в очередной раз назвал меня братом. Уверен, что не все они приняли бы мое решение, но уже было слишком поздно. Последний раз, связавшись с шишкой из корпорации, я услышал по большому счету лишь угрозы, в том числе в сторону бывшей жены, если что-то вдруг пойдет не так. Но и успокоила касательно спецназа, мол, они с оружием только ради одного, ради защиты Рапидия. Thanks for saving my life and being a home for me.
cross. Yeah, Dolsky? This is the Allied Corp Rescue Squadron at your service, sir. Hello. You made it. Я был крайне насторожен, встретившись с людьми, у которых было оружие. Хоть они и были в приподнятом состоянии духа, для меня это ничего не значило, ведь доверять можно было только своим альтерам. Они провели сканирование резервуаров и обнаружили следы других альтеров. Я сразу же застыл, не зная, что им отвечать. Как обычно, хороших вариантов здесь не было, так что я мог только надеяться. What are you talking about? That's impossible. Well, we got something in here. Any explanation you can give me? Please, officer, the sunrise is coming. And I want to get off this planet alive. Whatever's contaminating that rubidium surely won't harm us. But every minute we linger here just makes my blood run cold. Sure. You want to quit this joint ASAP? Бригада спасателей зашла внутрь станции, и это был идеальный момент, чтобы взорвать базу. Но я не хотел действовать силовым путем, это нас только подставило бы, так что ввел снотворное в систему вентиляции. И подключил модуль автопилота с надеждой, что вмешательство Лукаса даже не понадобится. Финал, судя по новостям о массовом разграблении продовольственных складов, был далеко не самый утешающий. Видимо, корпорация оставила весь добытый рапидий при себе и проводила исследования за запертыми дверями. Люди в знак протеста выходили на улицу, а меня ожидал суд за угон корабля с рапидием, так сказала адвокат. Игра все еще давала выбор, но я понимал, на этом этапе сделать ничего уже было нельзя, и мое недовольство решениями этих шишек оставались простым недовольством. Максвелла уволили, а с Лукасом все было в порядке, хотя очевидно, что из-за увольнения у него больше не было доступа к рапидию и собственным исследованиям. Лена была в порядке, во всяком случае корпорация не начинала в ее сторону судебные процессы, и возможно, только возможно, что у нашего героя с ней могло быть какое-то будущее, ведь она признала, что мы изменились в лучшую сторону. И хоть очевидно я не смог принести планете максимальную пользу из-за своих решений, но финал был вполне справедливым, ведь я изначально сделал ставку на свою команду и по крайней мере у них все было в порядке. Об этом говорили зашифрованные электронные письма и фото разных далеких от цивилизации мест с загадочными инициалами. Трудно оценить, насколько лучше или хуже мог быть финал этой истории, но ясно одно, к нему привел не хороший и не плохой мой собственный выбор. Как я здесь оказался? Неужели это лишь случайная последовательность событий? Теперь я знаю, всегда есть альтернатива. Но я сделал свой выбор. И что бы ни случилось, он навсегда останется со мной. Как всегда, спасибо, ведь все это вы прошли вместе со мной. Должен сказать, что навряд ли я смог раскрыть прям всю глубину этой игры. Поместить ее в полуторачасовое видео, наверное, нереально. Так что вы можете смело сами залететь в игрушку про альтеров, тем более, что у нее достаточно вариативности на как минимум еще одно прохождение. Если видео вам понравилось, бахните по той кнопке с торчащим пальцем и напишите в комментариях возможные игрушки для других видосов. Пока у меня есть четкий план на ближайшие ролики, где-то там на горизонте будет кое-что ультраламповое. Как говорится в прошлом видео, посидел бы с вами еще, да пора идти работать над следующим видосом, так что до встречи в новых видео. Частью одного, как стать? Убойная была бы смесь, с печалью жить и унывать. Но посмотрите, каково нам здесь, тайную суть этой беды
предстоит нам тут изучить. Сделанный здесь выбор плохой мы сможем изменить. Если б сначала все начать, попробовать жить еще раз, откуда-то взять второй шанс. Сейчас вижу этот путь впереди, теперь готов я ко всему. И хорошо, что больше не один. Друзья со мной, и это к лучшему. За все, что просрал, я заплатил. Но разве нельзя иначе? Мы все уплывем. Теперь я решил, что справимся с задачей. Если б сначала все начать, попробовать жить еще раз, откуда-то взять второй шанс. Сейчас. Если б начать сначала все, где солнце не догонит